Нельзя сказать, что Python, он, например, лучше всех языков программирования. Да, действительно, Python – это один из многих замечательных современных языков программирования. Но, собственно, почему все-таки многие предпочитают Python? Ну, во-первых, надо сказать, что Python очень хорош для автоматизации простых рутинных задач. То есть, например, для написания небольших скриптов, которые, например, периодически исполняются под какой-нибудь операционной системой. И забегая вперед, надо сказать, что Python в этом плане хорош, потому что это динамически типизированный язык, и из-за этого скрипты становятся писать проще. То есть он немногословен и более лаконичен, в том числе за счет динамической типизации. Под Python можно разрабатывать научные приложения. Под Python существует большое количество соответствующих фреймворков и библиотек. Возможно, это для кого-то будет удивительно, но под Python можно разрабатывать обычные десктоп-приложения с юзер-интерфейсом. Более того, под Python можно разрабатывать под Android. Конечно же, используя Python, можно писать веб-приложения, используя, например, такие фреймворки, как Django и Flask. Python поддерживает машинное обучение, в том числе с помощью очень популярной библиотеки TensorFlow. Короче говоря, на Python можно писать практически все, что угодно, подо все платформы, и мобильные приложения, и веб-приложения, и обычные десктоп-приложения, и так далее. Почему многие также предпочитают Python? Python обладает кратким и элегантным синтаксисом. Ну, например, в Python нет так называемых curly braces, то есть фигурных скобочек, которые повсюду расставлены в C-образных языках. За счет этого Python становится более кратким и элегантным. То есть вместо скобочек мы в случае Python используем отступы или indentation на английском языке. Сам Python является open source продуктом, и под Python написано большое количество бесплатных библиотек. Соответственно, они находятся в простом доступе, множество отличных бесплатных библиотек, с помощью которых можно быстро разрабатывать даже очень серьезные приложения. Не первым, но и не последним преимуществом по важности является то, что Python – это достаточно легко изучаемый язык. То есть кривая обучения, или кривая изучения Python, она достаточно пологая. Вам не требуется прочитать десятки тысяч страниц, прежде чем вы начнете писать приложение под Python, и в том числе решать какие-то реальные рабочие задачи. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть о том, что Python невероятно популярен среди серьезных компаний. То есть в серьезных компаниях это не просто язык, который используется любителями-программистами для написания Hello World там и каких-то простейших приложений. Python распространен во всем мире, и его используют огромное количество программистов и огромное количество очень серьезных компаний. И таким образом найти работу, зная Python, не составляет труда. Обход блокировок, приватность, SEO-оптимизация. Работа с мультиаккаунтами для маркетинговых задач. Это главные причины, для чего нужен индивидуальный прокси-сервер. А купить его можно у Proxy Line. Сразу после оплаты вы получаете данные от личного прокси-сервера, который можно легко настроить в браузере или телефоне. Прокси-сервер будет принадлежать только вам. Очень много стран. Больше 100. Есть возможность выбирать конкретные города и подсети вручную. Proxy Line осуществляет строгий контроль геолокации IP, адресов и регулярно проверяет их на наличие спам-базах. Это гарантирует чистые качественные IP с хорошей репутацией и верной геолокацией. При необходимости можно купить много прокси-серверов и управлять ими внутри удобного и многофункционального личного кабинета. У Proxy Line появились индивидуальные протоколы на сервере MT Proto. Стабильное решение для доступа к Telegram в условиях ограничений в России. Несмотря на массовые блокировки, в Proxy Line можно купить работающий сервер из России. Для этого теперь есть специальная функция на странице оплаты. Достаточно просто поставить галочку в строке про региональные ограничения. Сервис уже работает 7 лет.
а служба поддержки доступна 24/7. При покупке есть гарантия возврата. Если вас что-то не устроит, вы можете IP, адрес в онлайн-чате в любое время или вернуть деньги с вычетом за использованные дни. По промокоду ITANLOCKET можно получить скидку 10%. А если вы будете покупать в России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет обходить блокировки. Плюс можно оформить покупку через Telegram-бота. Переходим по ссылкам в описании. Покупаем прокси-серверы напрямую у производителя и повышаем свою продуктивность и безопасность в сети. Как мы, в принципе, выяснили в предыдущем видео, Python — это язык программирования общего назначения. То есть на нем, в принципе, можно программировать все, что угодно. С технической точки зрения, эта информация, возможно, все-таки больше для тех, кто хочет изучить Python и обладает уже определенными знаниями о других языках, таких как Java или C#. То есть, может быть, не совсем для новичков, но тем не менее, чтобы эта лекция была более полной, необходимо сделать некоторые заметки о технических особенностях Python, что, собственно, я и делаю. Во-первых, стоит сказать, что Python — это строго типизированный язык. Что это значит? Строгая типизация — этот термин, он по-разному интерпретируется на самом деле. Но в общем и целом, если говорить простым языком, это означает, что язык программирования задает некоторые ограничения на исполнение операций над разными типами данных. И язык со строгой типизацией проверяет возможность возникновения ошибки, связанной с типизацией перед выполнением каждого оператора, и в случае возникновения ошибки выбрасывает исключение, или генерирует какую-то ошибку. Например, Python запрещает использование несовместимых типов данных при операции сложения. То есть нельзя сложить строчку с числом, в то время как JavaScript, как слабо типизированный язык, разрешает такие операции. Python же запрещает. Вот что означает строгая типизация. Python — это динамический язык, динамически типизированный язык. Динамическая типизация, если посмотреть в Википедии, вы увидите, что динамическая типизация — это прием, который широко используется в языках программирования, при котором переменная связывается с типом в момент присваивания значения, а не в момент объявления переменной. То есть это разные вещи. И таким образом в различных участках программы одна и та же переменная может принимать значения разных типов. В качестве преимуществ можно сказать, что у динамически типизированных языков упрощается написание несложных программ, таких как какие-то простые одностраничные скрипты, которые обслуживают какую-нибудь задачу, повторяющуюся с определенной периодичностью, например. Но у этого подхода есть и свои недостатки. Например, статическая типизация, которая противоположна динамической, позволяет в момент компиляции программы, что-то вроде сборки программы, позволяет заметить простые ошибки, которые связаны с некорректным использованием типов. А вот для динамической типизации требуется обязательно запустить программу. Недостаточно ее собрать компилятором. Необходимо ее выполнить. И ошибка будет обнаружена только в момент исполнения программы. Грубо говоря, Python является интерпретируемым языком. Хотя на самом деле это не совсем так, поскольку предварительно исходники компилируются в байткод низкоуровневый, как в принципе, например, в случае C#. Повторюсь, мы не будем глубоко копать эту тему. Эта информация поверхностная больше для тех, кто все-таки уже занимался программированием и понимает хотя бы приблизительно, о чем идет речь. Новички могут, в принципе, и пропустить эту информацию мимо ушей. В общем, когда появится больше опыта, вы уже сможете осознать, что все это означает. Ну и потом в процессе изучения Python в данном курсе, конечно же, будет становиться более понятно, что все это означает, если непонятно сейчас. Также необходимо добавить, что Python — это мультипарадигмальный язык. Такое умное слово, однако очень важное. Надо сказать, что многие современные языки, если и не были изначально мультипарадигмальными, то по мере своего развития становились таковыми. Именно мультипарадигмальными. Например, C#.
появившись примерно в 2001 году, был по большей части объектно-ориентированным языком, но начиная с версии C# 3.0 стал вбирать, например, в себя множество концепций из функциональной парадигмы программирования. Конечно, эти слова могут сейчас напугать новичков, но, тем не менее, хотелось бы сказать, что Python в данном случае не отстает от других современных языков, впитывает в себя различные концепции, и по большей части на языках это сказывается положительным образом. Потому что разного типа задачи могут решаться более эффективно с использованием разных парадигм программирования, таких как объектно-ориентированное или функциональное программирование. Python имеет разные реализации. Стандарт Python — это CPython, стандартная реализация, основная. Однако существуют и другие реализации. Например, Jython — это Python под платформой Java, или IronPython, Python под платформой .NET, или PyPy. Так называемый RPython, специально написанный, специальное подмножество Python, короче говоря. Надо сказать, что CPython — это настолько мощный стандарт в случае Python, что остальные реализации, они даже близко не дотягивают по популярности до реализации CPython. Поэтому, если вы программируете на Python, по умолчанию вообще предполагается, что вы используете CPython. Да. Также можно добавить, что если вы программируете на Python под реализацией CPython, то вам не потребуется огромное количество времени для того, чтобы перейти под другие реализации. Что ж, для начала этого вполне достаточно для того, чтобы приблизительно понимать технически, что из себя представляет Python. Ну а в следующей лекции мы немножко обратим внимание на то, какая разница существует между Python 2 и Python 3, и какой версии Python лучше заниматься на данный момент, какую версию Python лучше сейчас изучать. В случаях нам даже не обязательно доустанавливать какие-то отдельные третьесторонние библиотеки. Может хватить и стандартных. Со стандартной библиотекой вы можете работать со строками, структурами данных, датами и временем, числами, файлами, потоками и так далее и тому подобное. То есть стандартная библиотека предоставляет огромное количество типов, с помощью которых вы, как с помощью кирпичиков, строите свою программу. Из них, собственно, вы строите здание или вашу программу. Зайдя на сайт python.org/doc, вы увидите такую вот страничку, где вы можете перейти в документацию по стандартной библиотеке Python 2, 3 и так далее. Тут можно выбирать версию, перейду тут в Python 3. Здесь не только стандартная библиотека, здесь, в принципе, есть и туториал, то есть руководство по Python, как устанавливать, часто задаваемые вопросы и так далее и тому подобное. И вот здесь можно в референс можно найти документацию по стандартной библиотеке, по различным типам, по методам, атрибутам и так далее. Там все описано. Конечно же, все здесь на английском языке. Ну и в принципе традиционно, обучая людей программированию, я всегда советую изучать технический английский. К сожалению, дорасти до уровня программиста, знающий английский язык, программисту, который не знает английский язык, технический английский, будет очень и очень сложно в большинстве случаев, если речь идет не о каком-нибудь гении. Но, как правило, если речь идет о гении, то он уже знает английский язык, как минимум его техническую часть. На самом деле английский язык технический, он достаточно ограниченный, поэтому его достаточно просто выучить. Ну, в данном случае документация по стандартной библиотеке, как вы можете видеть, я уже сказал, на английском языке, и так или иначе с английским языком вам все равно придется сталкиваться. Если вы посмотрите выпадающий список, то увидите, что здесь доступны также французский, корейский, японский языки. К сожалению, русский здесь недоступен. Да, вот здесь можно поменять версию языка, по которой вы можете почитать документацию. Текущая 3.7.2. Документация для разных версий действительно может отличаться.
Между 3.7.2 и 3.6 она будет различаться не радикально, но далеко не везде будет отличаться. Ну, в общем, не переживайте на такую тему. В большинстве случаев это не так важно. В общем, Python.org и Python.org Docs это, в общем, ваши друзья. Здесь официальная документация, и к ней прибегать вам придется не раз по ходу своего взросления как Python-программиста. Дело в том, что существуют разные типы редакторов. Ну, во-первых, есть обычные текстовые редакторы. Что они из себя представляют? Текстовые редакторы – это обычные редакторы общего назначения. То есть они не заточены под какой-либо конкретный язык, там можно редактировать любой текст. Они расширяются плагинами. Ну, что это значит? Например, когда вы устанавливаете какой-то текстовый редактор, он, например, поддерживает синтаксис, подсветку синтаксиса какого-нибудь, например, CSS или HTML, а вот Python не поддерживает. Однако в текстовые редакторы общего назначения можно установить плагины, и они начинают поддерживать другие языки. Как я уже сказал, поскольку это редакторы общего назначения, они не заточены под Python конкретно, а посему будут ограничены в своем функционале относительно Python. Одни из самых популярных редакторов общего назначения – это Sublime Text и Atom. И они абсолютно бесплатны. Другой тип редакторов – это так называемые IDE, или Integrated Development Environment, по-русски интегрированные среды разработки. IDE-шки представляют собой профессиональный инструмент для команд разработчиков. Это не означает, что одиночки не пользуются IDE-шками на самом деле. В первую очередь это означает то, что это действительно профессиональный инструмент с огромным количеством функционала, и такие IDE-шки заточены под Python. Одно из преимуществ IDE-шек заключается в том, что с ними проще разрабатывать программы очень больших размеров. С редакторами общего назначения это делать сложнее. Одни из основных IDE-шек под Python – это PyCharm от компании JetBrains и Spyder. Spyder сам по себе бесплатен. PyCharm существует Community Edition, которая бесплатна, но ограничена в своем функционале, и полноценный PyCharm, который уже платный. Ну, от себя я бы добавил, что в основном действительно серьезные специалисты по программированию, будь то на Python или там на C# или Java, конечно, в основе своей, особенно если речь идет про команду разработчиков, используют IDE 95% времени, может быть 99%, поскольку это серьезный инструмент, который используется в корпоративном программировании. И другой тип редакторов кода – это так называемые ноутбук-оболочки или ноутбук environments. Они поддерживают Markdown, визуализации и даже видео. Поэтому в них легко создавать документированный код с красивой разметкой и так далее, с пояснениями. И они обладают удобным режимом REPL. Так называемый режим REPL – это Read, Evaluate, Print, Loop. Так называемый цикл чтения, вычисления, печать. То есть это режим, когда интерпретатор Python просто ожидает от вас команды, вы их вводите, он их вычисляет и выдает вам результат. Это достаточно удобный режим, особенно для обучения. И таким образом ноутбук-оболочки идеально подходят для изучения языка программирования, такого как Python. Среди ноутбук-оболочек вот Jupyter Notebook, наверное, самый популярный и обладает широким набором приятных возможностей. Расширение файлов у Jupyter Notebook IPYNB, то есть если мы создаем ноутбук в среде Jupyter, то она будет представлена файлом с расширением IPYNB. Ну, конечно же, мы вскоре в этом убедимся и увидим, как со всем этим работать. Таким образом, в основном для изучения Python мы будем использовать ноутбук-оболочку, которая называется Jupyter Notebook. Об инсталляции я расскажу в следующем видео. Сказать, что существует множество дистрибутивов. Мы обсудили, что, например, есть ноутбук-оболочка, есть IDE-шки, да, интегрированные среды разработки. И, например, для того, чтобы проинсталлировать Python и прямо-таки иметь возможность программировать на Python, вы, например, можете зайти на Python.org и скачать оттуда дистрибутив Python голый, с голыми стандартными библиотеками, и потом в консоль, в CMD запустить Python и
в режиме REPL выдавать команды интерпретатору. Можно, например, поступить таким образом. Если вы, например, скачаете PyCharm Community Edition или Spider, то вместе с дистрибутивом PyCharm или Spider также вы установите и Python, поскольку он будет включен вместе со стандартными библиотеками в дистрибутив той или иной IDE-шки. И поскольку мы будем пользоваться оболочкой Notebook в виде Jupyter Notebook, мы скачаем дистрибутив, который называется Anaconda, который включает в себя дополнительные библиотеки и Jupyter. Полновесный он занимает что-то около 600 мегабайтов, но есть также урезанная версия Anaconda, которая называется Miniconda. Она не содержит в себе дополнительных библиотек и так далее. В принципе, не важно, чем они там отличаются. Важно то, что для обучения, конечно же, нужно скачать полновесную версию Anaconda. Я думаю, мало у кого сейчас есть серьезные проблемы с местом на диске, поэтому никто не разорится, если установит себе Anaconda, которая весит 700 мегабайтов. Так вот, для того, чтобы установить Anaconda, нам потребуется перейти на сайт anaconda.com внезапно. Здесь перейти в Download. И здесь увидите, что можно скачать дистрибутив под Windows, под macOS и под Linux. В моем случае это Windows. 64 бита, 32 бита. В общем, скачиваете, запускаете. Процесс установки элементарный. Если что-то непонятно, то вот здесь есть отсылка в документацию. И здесь рассказано о процессе инсталляции. Например, о инсталляции под Windows. Вот я зашел сюда, в этот раздел. Здесь даже есть скриншоты, как выглядит процесс инсталляции. Он прямолинейный, везде тыкаем Next. И вот когда дойдем вот до такого окошка, я советую поставить здесь галочку. В большинстве случаев это ничего не ломает, но в то же время упрощает нам жизнь. В так называемый Environment Variable Path путь будет добавлен путь к Anaconda, и проще будет вызывать из консоли Anaconda. Ну вот, в принципе, и все, что здесь можно об этом сказать. VS Code, Microsoft VS Code, один из редакторов, где возможно редактировать Python код, устанавливать тоже, в принципе, не нужно. В данном курсе мы им пользоваться не будем. Если есть большое желание, то можете установить какие-то дополнительные компоненты. В общем, следуя описанному процессу, вы установите дистрибутив Anaconda. Все здесь очень просто. Не забудьте поставить здесь галочку. И теперь мы можем пройти в пуск, которого теперь на самом деле нет, и пройти в Anaconda 3 и запустить Anaconda навигатор. Это UI-оболочка, через которую мы можем запустить, например, Jupyter Notebook систему. Итак, мы можем запустить Spider, который шел в комплекте с Anaconda, с полноценным дистрибутивом. И другие компоненты, такие как Qt Console и Jupyter Lab. То, что нас сейчас интересует, это система Jupyter Notebook. Нажимаем на запуск. И Jupyter Notebook открывается в каком-либо браузере. В первый раз он у вас спросит, через какой браузер открыть, скорее всего. Я открываю через Google Chrome. Можете здесь видеть, что Jupyter Notebook – это сервис, работающий на локал-хосте. То есть никуда в интернеты мы здесь не лазим. Все происходит на вашей машине локально. И домашняя папочка здесь для отображения – это, собственно, диск C, users и текущий пользователь. В моем случае это C, пользователи, инженер Спок. Вот в этой папочке мы сейчас находимся здесь. И Jupyter отображает, соответственно, структуру именно этой папки. Мы можем создать какую-нибудь папочку, где будут храниться ноутбуки. Поэтому я тыкну New, Folder. Появился Untitled Folder. Можем его выделить и переименовать. Например,
Jupyter root. Можем перейти в папочку, и здесь уже можем создать новый ноутбук. Опять же, new. Можно создать просто текстовый файл, опять же, вложенную папку. Можно создать ноутбук Python 3. И что из себя представляет такой ноутбук? Ноутбук разбит на так называемые ячейки в терминах самого Jupyter, которые на самом деле похожи на секции, где мы можем писать код на Python. Например, print hello. И теперь, если я пойду в конец строчки и нажму Enter, то мы просто перейдем на следующую строку. А вот если мы хотим исполнить то, что написали, то можем или нажать на Run, либо нажать Shift-Enter. И тогда предыдущий ввод будет считан интерпретатором, и в результате мы увидим вывод, в данном случае Hello World, и откроется новая ячейка для редактирования. Тип текста, который мы сейчас набираем, регулируется вот этой опцией. Мы можем набирать код, можем набирать разметку Markdown и так далее. Что касается всяких быстрых клавиш, которые доступны в данной среде, вы их можете посмотреть здесь. Ну а вообще, по ходу дела, мы самые главные так или иначе потихонечку будем изучать. Чтобы сохранить текущий ноутбук, мы можем нажать на Save and Checkpoint или пройти в файл и нажать Save As. Имя текущего ноутбука Untitled. Мы его можем переименовать и, например, назвать First Python Test. Теперь, если посмотреть в Explorer, зайти в Jupyter Root, мы увидим наш First Python Test IPYNB. И также папочку с чекпоинтами. Это такая простейшая как бы система контроля версий здесь. То есть, когда мы что-то здесь делаем в ноутбуке, мы можем сделать Save and Checkpoint. Это создает, собственно, чекпоинт, к которому мы можем вернуться после внесения новых изменений. Но пока это не особо важно. Также хочу заметить, что Jupyter может открывать обычные source-файлы Python с расширением Py. То есть, например, мы можем в Notepad++, это тоже обычный текстовый редактор, такой же как Atom или Sublime. Можем набрать немножко кода. Hello World. И можем сохранить. Например, здесь я хочу сохранить с расширением Py, что будет означать, что этот source файл написан на Python. И можно открыть, например, теперь этот файлик и доредактировать, выведя что-нибудь еще. Indeed, hello. И изменить его, сохранив. Однако, как вы можете заметить, редактор просто файликов в Jupyter не очень мощный. Самое главное, что нам нужно от Jupyter, это его система записных книжек, которой мы и будем пользоваться. Также не забывайте, что если у вас установлена какая-то IDE-шка и она привязана на чтение файлов с расширением Py, то, например, при двойном клике на Py файле
на файле с расширением py, будет открыта эта IDE-шка или редактор. Да? Например, мы можем назначить Notepad++ на этот файл. Ну, сейчас здесь есть удобная просто опция в контекстном меню Edit with Notepad, но вообще мы можем его навесить в качестве основного редактора, да, выбрать приложение. У меня также установлен PyCharm, например, можем выбрать PyCharm в качестве редактора. И теперь, если мы дважды кликнем на Py, откроется PyCharm. Это IDE-шка, про которую я говорил, от JetBrains, и мы там сможем редактировать этот файл. Но другая история с IPYNB. Именно вот файлы записных книжек нужно открывать через Jupyter. То есть заходим в Anaconda, запускаем Jupyter, который откроется в браузере, и уже через файл Open открываем ноутбук на редактирование. Ну, с этим пока все. Если запуск Jupyter Notebook через Anaconda навигатор не работает, такое действительно иногда случается. В моем случае, когда я запускаю Anaconda навигатор, вот он у меня запускается, и когда я жму Launch, для того, чтобы запустить Jupyter Notebook, у меня все запускается нормально сразу в браузере. Однако у многих студентов на курсе возникает проблема такая, что когда они нажимают на кнопку Launch, просто ничего не происходит. Что делать в таком случае? Я бы не стал лечить Anaconda навигатор. Наверное, с этим можно как-то справиться. Я там читал, бывают разные причины. Я бы советовал следующее. Вместо того, чтобы запускать Anaconda навигатор, идем в пуск, набираем здесь Jupyter, да, вот в данном случае Windows у меня сразу находит это приложение Jupyter Notebook, и закрепляем на начальном экране. У меня Jupyter Notebook уже закреплен на начальном экране, поэтому здесь у меня надпись «Открепить от начального экрана». В общем, я его закрепил на начальном экране, иду в начальный экран, и у меня здесь есть ярлык на приложение Jupyter Notebook. Запускаем его и немножко ждем. У меня в результате Jupyter Notebook сразу запустился в браузере, однако это может произойти не у всех. Я снова раскрываю консольное окно, которое возникло, когда мы запустили Jupyter Notebook. Если у вас не открылся браузер с Jupyter Notebook, то откройте это окошко и посмотрите, что у вас здесь написано. Написано здесь следующее. Для того, чтобы открыть Jupyter Notebook, нужно либо открыть вот этот файл, который у вас лежит на диске по указанному пути, либо скопировать вот этот URL, прям можно вот так выделить, сделать Ctrl-C, Ctrl-C и вот так Ctrl-V, Enter, и у меня все снова запускается. Если этот способ не помогает, то нажимаем Win-R, ну, Win это клавиша Windows, Windows-R, чтобы возникло окошко «Выполнить». Набираем здесь %appdata%. Таким образом мы попадаем в папку appdata roaming. Дальше заходим в Jupyter. Так, где у меня Jupyter? Слишком далеко убежал. Jupyter, Runtime, NB сервер 14640. NB сервер 14640. Вот. И запускаем этот файл. И таким образом вы попадаете в браузер с новой вкладкой, где открыт Jupyter Notebook. Один из этих двух способов должен помочь. Типы данных. Элементарные типы данных служат кирпичиками, на основе которых мы можем строить более сложные типы данных. И в конечном счете комбинировать различные типы данных для того, чтобы строить программу. Существует несколько типов данных, которые поддерживаются Python, что называется, из коробки. Ну, во-первых, Python поддерживает целые числа. Целые числа представлены в Python типом int или integer.
То есть int — это сокращение от английского слова integer, что означает целые числа. Целые числа — это 1, 2, 3, минус 1, минус 2, минус 3 и так далее. Интересно, что в Python экземпляр типа integer не ограничен размером памяти. Например, в таких языках, как C# или Java, тип integer будет в памяти занимать 4 байта. То есть это будет 32-битное целое число. И, соответственно, оно будет ограничено 32 битами. Однако в Python такое ограничение отсутствует. И целое число ограничивается только общим объемом оперативной памяти, которая может быть выделена для того, чтобы представить в памяти конкретное целое число. Таким образом, в Python нет необходимости в таких типах, как unsigned integer, то есть беззнаковое целое, в таких типах, как short или ushort или unsigned short, то есть 16-битные целочисленные типы, или, например, long, хотя в Python 2 long был, но начиная с Python 3 все целые числа представлены типом integer, и все тут. Python поддерживает тип float, который представляет числа с плавающей точкой. Например, 1.1, да, то есть 1,1, 2,4. Это все числа с плавающей точкой. И, кстати говоря, 3.0 это тоже число с плавающей точкой. И это будет не то же самое, что просто 3. Строки представлены типом str, и строки представляют из себя последовательность символов. Последовательность символов заключается либо в двойные кавычки, либо в одинарные. Также сразу упомяну, что в отличие от других языков, таких как C# или Java, в Python нет отдельного типа для представления отдельных символов. То есть в C# или Java есть также отдельный тип, который называется char, для представления отдельных символов. В Python отдельный символ тоже будет типом str, то есть str. И также еще раз напомню, что Python 3 работает по умолчанию с кодировкой Unicode, в которой каждый символ представлен 2 байтами. Списки представлены типом list, которые могут хранить последовательность объектов. В данном случае вы видите синтаксис, то есть квадратные скобки открываются и закрываются, и через запятую перечисляются экземпляры различных типов данных. Очень часто в программах возникает необходимость представлять данные в качестве словарей. И словари поддерживаются в Python с помощью типа dict. Это сокращение от английского слова dictionary, то есть словарь. Словарь представляет собой список из пар ключ-значения. Например, в качестве словаря мы можем представить телефонную книгу, где в качестве ключа используется фамилия человека, а в качестве значения номер телефона. Здесь вы можете видеть, что первая пара ключ-значения – это ключ – это Джон, значение – это его телефон в международном формате +1 23 45. И вторая пара ключ-значения – это Боб и его соответствующий телефон. Пары друг от друга отделяются через запятую, а вот ключ от значения отделяется двоеточием. Следующий интересный тип – это кортежи, которые представлены типом tuple или tab, от английского слова tuple или tuple. Разные люди произносят по-разному. Возможно, что правильно и tuple, и tuple. Мне нравится больше tuple. По-русски это называется кортежи. И это последовательность неизменяемых объектов. То есть, в отличие от типа list, однажды создав кортеж, вы не можете изменить в нем значение. Использование кортежей – это довольно продвинутая тема. И на самом деле кортежи используются гораздо реже, чем простые списки. И понимание всех плюсов неизменяемости объектов, оно придет к вам, скорее всего, с практикой позже. То есть действительно осознать всю привлекательность так называемых immutable или неизменяемых объектов – это не такая простая задача для новичка. Поэтому на данном этапе не обращайте сильно внимания на тип кортежей. Понимание кортежей придет с опытом. Хотя в курсе мы на них, конечно же, посмотрим. Также есть отдельный тип set, который представляет множество. И множество – это последовательность уникальных объектов. То есть дубликаты в таких множествах запрещены. Вы не можете добавить 2 одинаковых значения в set. По большому счету, множество – это математическое понятие, и этот тип предназначен для того, чтобы проводить специальные операции.
над, собственно, этими самыми множествами, такие как пересечение, объединение и так далее. Ориентируйтесь на то, что в большинстве случаев вам будет достаточно типа list и dict. Ну и, конечно же, есть тип bool, который представляет булевые значения. Булевые значения – это два логических значения true или false. С помощью булевых значений мы строим ветви в программах, благодаря чему алгоритм может производить различные вычисления в зависимости от какого-либо логического значения. Конечно же, в самое ближайшее время мы рассмотрим все эти типы. Например, условный оператор if принимает в скобки выражение, которое в результате должно быть вычислено в булево значение, то есть дать в результате true или false. Ну, собственно, вскоре вы увидите, как мы используем все эти типы данных. В общем и целом стоит отметить, что Python – это язык с гораздо более простой системой типов, нежели такие современные языки, как C# или Java или другие объектно-ориентированные языки. В любом случае, не будем откладывать задачу в долгий ящик и перейдем непосредственно к рассмотрению этих типов данных, как они себя ведут в Python и что с помощью них мы можем делать. Математические операции с помощью Python. Ну, естественно, мы можем сложить два целых числа. 0 плюс 1 будет 1. Все как обычно. 1 плюс 2 будет 3. Естественно, мы можем производить операцию вычитания с помощью знака минус. Соответственно, 3 минус 1 у нас будет 2. 3 минус 5 минус 2. Простая операция деления всегда возвращает тип float, то есть число с плавающей точкой, даже если число делится нацело, то есть 6 делить на 2, как видите, результат 3.0. И даже если вы 1 поделите на 1, то все равно получите в результате число с плавающей точкой 1.0. Ну, уже не говоря о том, чтобы поделить 7 делить на 2, в результате вы получите 3,5. Если вы используете число с плавающей точкой и, например, складываете или перемножаете или делите с другим целочисленным числом, то результат также будет типа float. То есть 2,0, да, то есть 2.0 плюс 1 это будет 3.0. 3,0, как бы смешно это ни звучало. Конечно же, в Python можно производить умножение с помощью знака звездочки. Например, 2 умножить на 5 будет 10. Также можно перемножать числа с плавающей точкой на целочисленные. Например, 1,2 умножить на 3 будет, внимание, 3,5, много девяток и в конце шестерка. Хотя вы могли бы ожидать 3,6, однако в компьютере числа хранятся особым образом. Они, не то что особым, в общем, все числа в конце концов в компьютере представлены в двоичной системе счисления. И, соответственно, числа с плавающей точкой имеют ограниченную точность, несмотря на то, что она может быть достаточно высокой. Если мы хотим здесь увидеть 3,6, то мы, например, можем воспользоваться функцией round, которая округляет число с плавающей точкой до определенного количества знаков. Например, мы можем произвести умножение и передать аргумент двойку, который означает, что мы хотим округлить до 2 знаков. И, соответственно, вывод будет 3,6. Python поддерживает операцию взятия остатка от деления, которая выполняется с помощью символа процент. Ну, например, остаток от деления тройки на двойку будет единичка. На самом деле, взятие остатка от деления достаточно удобная операция. И, например, с помощью взятия остатка от деления можно легко определить, является ли то или иное число четным или нечетным. Для того, чтобы определить, является ли число четным или нечетным, достаточно это число разделить на 2 и посмотреть на остаток от деления. Если число четное, то остаток от деления будет 0. Потому что любое четное число разделится на двойку без остатка. А если это число нечетное, то остаток от деления будет равен единице. Поэтому мы можем, например, написать следующее выражение.
проверить, является ли четверка четным числом. Ну, понятное дело, что является. 4% 2 равно 0. Одиночное равно – это присваивание в Python, а вот равно – это операция сравнения. И в данном случае мы сравниваем результат с нулем. И поскольку результат будет 0, то в результате сравнения мы получим true, то есть истина. 0 действительно равен нулю. 0 и 0 идентичны. И, соответственно, если мы 7 разделим на 2 и возьмем остаток, то мы увидим, что остаток отделения будет равен единице, а единица не равна нулю. Таким образом, мы получим в результате false. Но, как вы можете помнить из предыдущей лекции, true и false – это булевые значения. По сути, true – это единичка, false – это нолик. True – истина, false – ложь. Единица не равна нулю, поэтому мы видим false. Также мы можем писать более длинные выражения, например, перемножить двойку на себя 4 раза. И получим 16. Вместо того, чтобы перемножать несколько раз, мы можем использовать операцию возведения в степень. И в Python операция возведения в степень состоит из двух звездочек. Соответственно, чтобы 2 возвести в степень четверки, мы пишем звездочка-звездочка 4. Ну и результат, соответственно, будет 16. Другой важный момент, хоть и элементарный, который также стоит упомянуть, это приоритет операций. Спросите практически любого нетехнаря, чему будет равно 2 плюс 2 умножить на 2. И вы услышите ответ 8. Надеюсь, вы понимаете, что на самом деле не 8, а 6. Потому что сначала производится умножение, а потом сложение. 2 умножить на 2 равно 4, 2 плюс 4 равно 6. Однако нас не всегда устраивает обычная приоритизация операций, и мы, например, можем захотеть действительно сначала произвести сложение, а затем умножение. И для проставления приоритета, для явного указания приоритета, что 2 плюс 2 более приоритетная операция, чем умножение, необходимо использовать скобочки. Скобочки, естественно, могут быть сколь угодно вложенными. Ну, как видите, здесь 2 плюс 2 равно 4, 4 умножить на 2, 8. Получаем совершенно иной ответ. Выражение может быть сколь угодно длинным. Выражение может содержать сколь угодно много скобочек. Таким образом, мы можем, например, записать 2 плюс 2 умножить на 2 плюс 3 умноженное на 6 делить на 2. Ну, к примеру. Кстати говоря, поскольку мы имеем здесь деление, все будет приведено к float. То есть мы видим число с плавающей точкой. Ну и в заключение хотелось бы напомнить, что integer и float в случае Python 3 не ограничены размером выделяемой памяти. То есть мы можем, например, 2 возвести в какую-нибудь гигантскую степень типа 38 и получим результат. В случае с обычным типом int в C# мы получили бы совсем другое значение. Там в зависимости от определенных условий мы бы получили либо ошибку, либо переполнение, так называемое, и получили бы в результате отрицательное число. Здесь я уж возвожу в совсем гигантскую степень. 2 в 64 дает гигантское число, но Python легко его вычисляет. Это очень крутая особенность Python, поскольку упрощает очень многие вещи, связанные с вычислениями, производимыми над большими числами. Поддерживаются, собственно, всеми языками программирования, которые можно себе только представить. Переменную в Python объявить очень просто. Можно просто, например, написать x равно 3 и присвоить тройку переменной под названием x. Можете заметить, что после исполнения этого выражения мы не видим никакого аутпута. Вывода нет, потому что все, что мы сделали, это присвоили тройку переменной x. А вот чтобы вывести ее значение, мы можем прописать x, ну или print x. И, соответственно, мы выводим тройку. Мы можем переназначить значение, присвоенное переменной x, просто записав x равно 5. И теперь у нас будет пятерка в x. Можем присвоить двойку y. А теперь можем сложить x плюс y. В результате получим 7. Мы с легкостью можем складывать x самим с собой или y с самим с собой. Все как в обычной математике.
мы видим ровно то поведение, которое и ожидаем от обычных переменных, с которыми мы ознакомились еще со школьной скамьи. Также возможно записать выражение, например, следующее. Для начала я выведу x. И выражение, которое я хотел прописать, это, собственно, переназначение x с помощью сложения x с самим собой. То есть ничто нам не мешает записать вот такое выражение, которое будет вычисляться Python справа налево. То есть сначала x сложится с x, текущее значение, и уже присвоится x. Ну и выведем x после сложения. До сложения x был равен 5, а после того, как мы сложили x с x, 5 плюс 5 это 10, x становится равным 10. Чтобы проверить тип переменной, мы можем использовать специальную функцию type, которой мы передаем в качестве аргумента переменную. Ну и вы можете видеть, что интерпретатор нам отвечает, что тип переменной x это int, то есть integer, целое число. Поскольку Python язык динамический, мы имеем право поменять тип переменной. То есть x был у нас интеджером, а стал флоутом. Да? Присвоим число π x. И теперь, если мы посмотрим на тип, то увидим, что тип стал float. Разумеется, переменной можно присваивать не только числа. Можем присвоить, например, строковое значение ABC. Если мы распечатаем значение z, то получим ABC. Как я уже говорил, Python язык динамический, поэтому позволяет менять тип переменной по ходу исполнения программы. Однако Python является строго типизированным языком, поэтому не позволяет комбинировать несовместимые типы данных в одной операции. Например, если мы попытаемся x сложить с z, мы получим ошибку. А все потому, что Python, и в отличие, например, от JavaScript, является строго типизированным языком. Что ж, закомментируем с помощью знака решетки. Ну и напоследок давайте с помощью переменных сделаем что-то более сложное. Например, вычислим площадь треугольника, зная длины его сторон. Например, а у нас будет равно 10, b равно 5, c равно 7, π будет равно а плюс b плюс c, деленное на 2, а площадь у нас будет равна квадратный корень. Квадратный корень у нас вычисляется с помощью метода sqrt, что происходит от английского square root, то есть квадратный корень. И этой функции мы передаем следующее. π умножить на π минус а умножить на π минус b умножить на p минус c. Вот так, если я не ошибаюсь. И выведем значение area. Но здесь есть один момент. Мы не можем просто так вызвать функцию sqrt, не подключив специальный модуль, который называется math, то есть математика. Для этого мы используем специальное ключевое слово import math, и здесь используем также math и точка. Сейчас на это сильного внимания не обращайте, мы еще будем говорить про функции и модули отдельно. Все, что я здесь хочу продемонстрировать, это то, что с помощью переменных мы можем решать относительно сложные, в данном случае относительно сложную математическую задачу, но вообще, конечно же, любой сложности. И без переменных нам никуда. Исполню этот кусочек кода, ну и, соответственно, мы получаем результат. Надеюсь, что я здесь вычислил все правильно, писал по памяти. Таким образом, в этой лекции мы рассмотрели базу, которую необходимо знать для того, чтобы оперировать переменными. Присваивать им значения, переназначать, понимать, что можно изменить тип данных, но нельзя использовать несовместимые типы данных в определенных операциях. Bool, то есть булевый тип, который поддерживает только два значения, true или false, то есть истина или ложь. Их также зачастую ассоциируют с единичкой и нулем, где false это 0, а единичка это true. Что ж, давайте с ними немножко поиграемся. Но для начала давайте
создадим переменную и привяжем к ней значение true. Это можно сделать вот таким вот образом. И у нас теперь имеется переменная a, которая содержит значение true. И если мы выведем ее содержимое, то мы увидим, собственно, true. Прошу обратить внимание, что важно, что true и false, они начинаются именно с заглавной буквы. То есть нельзя использовать true с маленькой, иначе мы увидим ошибку. Вот инициализируем b через false. Если мы посмотрим на тип переменной a, то увидим bool. Как я уже упоминал ранее, булевые значения мы используем для ветвления логического. Как только мы дойдем до таких конструкций, как if, else, вы увидите, насколько полезен тип boolean. Но пока можем рассмотреть несколько примеров, которые проясняют то, как ведет себя true и false. Знак равно-равно – это сравнение. То есть вот такое выражение a равно b означает, что мы спрашиваем у интерпретатора, а действительно ли a равно b? И, конечно же, true не равно false. Поэтому ответ false. Собственно, с помощью операторов сравнения, на которые мы еще обратим внимание более подробно, мы продуцируем значение boolean. Например, мы можем спросить у интерпретатора, действительно ли 2 больше единицы. И, соответственно, если это истина, то мы получим true. Ну, действительно, 2 больше единицы, поэтому true. Если мы спросим, меньше ли 2 единицы, то получим ответ false. Нет, 2 не меньше единицы. А если спросим, равняется ли 2 2, то получим ответ true. Такие выражения, где производится сравнение, в результате вычисления их интерпретатором превращаются в boolean значения, да? Например, в true или false. Поэтому мы можем их присвоить в переменную. Например, r equal равно 2 равно 2. 2 равно 2 это у нас true, поэтому переменная r equal примет значение true. Ну и, соответственно, ее тип, если мы проверим, убедимся, он boolean. Есть еще один тип специальный в Python, который называется none, то есть ничто. Это, грубо говоря, такая заглушка, специальное состояние переменной, которое означает, что в переменной ничего нет. Используется она вот таким вот образом. То есть мы можем none присвоить любой переменной. И если мы сейчас выведем значение переменной a, то мы ничего не увидим, потому что в переменной a ничего не содержится. Для чего же может быть использован none? На самом деле много для чего. Ну, во-первых, он может быть использован, если мы хотим объявить переменную, но не можем ее инициализировать, потому что, точнее, не можем, а не хотим, например, по какой-то причине. Да, может быть и не можем, бывают разные ситуации. Потому что если вот мы просто напишем а, точнее, а-то у нас уже есть, поэтому это работает нормально. А если мы хотим объявить переменную, например, b, так, извиняюсь, и а, и b у нас уже на самом деле есть. Давайте объявим что-нибудь, чего у нас нет. Например, z. Вот. Мы получаем ошибку, потому что z нигде не определен и ничего не присвоено. Так вот, чтобы определить переменную, но ничего в нее не записывать, мы можем использовать как раз тип none. В реальности вы можете представить себе такую ситуацию, что мы, например, создаем объект подключения к базе данных, вызывая функцию connect. Вызов функции connect должен нам вернуть объект подсоединения к базе данных. И дальше по ходу исполнения программы мы, например, хотим инициализировать переменную типа boolean, проверив переменную connection на none. Что мы, собственно, здесь делаем? Сначала мы вызываем функцию connect, подключение к базе данных. Ну, учтите, что это псевдокод будем считать, потому что у нас здесь нет объекта database, это просто пример, который проясняет смысл типа none. Если функция connect отработает нормально, и мы действительно подсоединимся к базе данных, объект connection не будет none. И если connection будет являться неким полноценным объектом, то connection is none вернет false. То есть not connected будет false.
А вот если в connect произойдет какая-то ошибка, к ошибкам и их обработке мы еще вернемся и будем рассматривать их более подробно, то connection как раз будет являться none. И connection is none вернет true. И, соответственно, not connected будет true. То есть впоследствии по ходу исполнения программы мы сможем использовать переменную типа boolean not connected, которая уже будет использоваться в нашей логике в условных выражениях, например. Ну, по ходу курса, собственно, вы еще увидите использование типа none. То есть в реальности none используется достаточно часто. Но конкретно этот код мы исполнить не можем, поэтому мы можем его только закомментировать. В общем, когда функция завершается с ошибкой, то объект, который должен был быть инициализирован в результате вызова этой функции, будет содержать значение none, которое как раз и предназначено для того, чтобы описывать это состояние, когда в переменной по той или иной причине никакого содержимого нет. И, соответственно, с помощью ключевого слова is мы можем проверять объект на none. Такой код вы увидите не раз. Это достаточно распространенная практика для того, чтобы проверить, возникала ли ошибка на каком-то этапе выполнения программы. Ну и на этом про тип boolean и none пока достаточно. Реальное приложение корпоративное представить себе без типа данных строк невозможно. Более того, на практике могу сказать, что любое приложение уровня корпоративного, если посмотреть то, как расходуется память, какие типы занимают больше памяти, то вы увидите всегда на первом месте экземпляры типа string, то есть строковые. Ну что ж, давайте поиграемся немного со строками и посмотрим, что можно с ними делать в Python. Ну, во-первых, строки можно объявлять двумя способами. В одинарных кавычках и в двойных кавычках. По сути, никакой разницы между этими двумя объявлениями нет. То есть в обоих случаях это обычная строка, абсолютно идентичная. Однако, например, если я хочу записать строку I'm Elias, да, меня зовут Илья, которая содержит одинарную кавычку внутри себя, если я попробую записать такую строку в кавычках, то даже по подсветке можно сразу же увидеть, что что-то здесь не так. То есть выделено вот этим цветом, которым подсвечиваются строчки, только буква I, а все остальное черным. Почему? Потому что интерпретатор не понимает на самом деле, где конец строки. Он видит 3 одинарные кавычки. Вот в таком случае можно в качестве внешних кавычек использовать двойные. И тогда все прекрасно. И наоборот, если внутри используются двойные кавычки, то в качестве внешних можно использовать одинарные. Например, Elias is a, скажем так, в кавычках strong programmer. И окей, все работает. Притом, естественно, если мы в качестве внешних здесь возьмем двойные, то, опять же, интерпретатор будет ругаться. Скажет, что это нехорошо и непонятно. Но что же делать, если у нас внутри используются и одинарные, и двойные кавычки? Да, согласен, это бывает не каждый день, но это вполне реальная ситуация, которая часто встречается, и в таком случае мы не можем в качестве внешних использовать ни двойные, ни одинарные. То есть, например, если у нас внутри, не внутри, а если у нас строчка это I'm Elias and I'm a strong programmer, то мы не можем закавычить двойными, и мы не можем закавычить одинарными. Что же в таком случае делать? Ну, собственно, я закомментирую эту строчку. А в таком случае нужно использовать так называемые escape последовательности. Что это значит? В таких случаях, как правило, в качестве внешних используются двойные кавычки, а внутренние двойные кавычки экранируются с помощью обратного слэша.
and I'm a strong programmer. И все нормально. То есть здесь мы экранировали обратным слэшем кавычки. Это специальный синтаксис, который позволяет указать интерпретатору, что кавычки, которые находятся в строке, что их не нужно воспринимать как внешние. То есть это кавычки, которые принадлежат строке. Вот. И для того, чтобы это указать интерпретатору, нам нужно их экранировать вот этим вот обратным слэшем. Ну и, кстати говоря, когда мы в интерпретаторе в REPL read evaluate print loop исполняем такую строчку, мы видим, что интерпретатор нам выводит все это дело вместе вот с кавычками. Если мы хотим видеть красивую запись в аутпуте, то мы можем обернуть нашу строчку в метод print, функцию print, и увидеть строку, как она, собственно, есть. И можно увидеть здесь, что наши кавычки внутри сохранены. Супер. Что же делать, если нам внутри строки нужно прописать обратный слэш? Ведь обратный слэш воспринимается интерпретатором как специальный символ внутри строки. Ну, например, что делать, если нам нужно объявить строчку, которая означает некий путь в файловой системе. Например, C users engineer Spock. Если мы подадим интерпретатору такую строчку, то интерпретатор будет ругаться и говорить, что, собственно, вот Unicode Escape. Мы используем Escape последовательность, символ экранирования, который непонятно, как в данном случае воспринимать. Потому что вот эти Escape последовательности, они имеют некую строгую форму. То есть мы могли бы включить, например, здесь кавычки, и тогда бы все заработало. Однако интерпретатору не нравится просто сам по себе обратный слэш. И для того, чтобы исправить ситуацию, мы точно так же экранируем обратные слэши с помощью еще одного обратного слэша. И это уже будет восприниматься интерпретатором нормально. Опять же, мы можем использовать функцию print для того, чтобы вывести это дело красиво. И вот здесь вот без символа экранирования мы можем видеть строчечку. Конечно же, когда путь длинный, да, много директорий и ведет до какого-то глубокого вложенного файла, ну, честно говоря, неудобно все время экранировать каждый обратный слэш. Для этого в Python есть специальная запись. Для того, чтобы объявить такую строчку и не экранировать каждый символ, мы можем использовать символ R. Вот таким вот образом. То есть префикс перед строкой такой. И теперь мы можем просто использовать обратный слэш без каких-либо проблем. Вот таким вот образом. Именно. Ну и, соответственно, если мы сделаем здесь print, то увидим красивую запись. Что и требовалось доказать. Следующий вопрос, то каким образом можно создавать новые строчки, то есть переносить строку, да, например. Что если я хочу написать на одной строке I'm alias and, а на другой I'm a programmer? Для этого, собственно, опять используется escape последовательность с помощью обратного слэша, а именно /n, то есть I'm alias and /n I'm a programmer. Вот таким вот образом. /n создает новую строку, то есть перевод на новую строку. Если мы здесь поставим пробел, то, соответственно, мы увидим здесь этот самый пробел. Это не очень красиво, но тем не менее. Также хотелось бы заметить, что перевод новой строки он может состоять не просто из /n, но и из /r. Собственно, /r это перевод каретки. Вот таким вот образом. А выглядит это все одинаково. Дело в том, что под Windows и под Linux
перевод каретки на новую строку работает по-разному. Вот в Windows должно быть сочетание /r/n, а под Linux /n. Однако Python достаточно умный для того, чтобы правильно интерпретировать строку под каждую платформу. Поэтому вы всегда можете использовать /n и ни о чем не переживать. У вас всегда все будет правильно работать. Ну, в качестве другой escape последовательности могу добавить, что, например, можно использовать табуляцию. Например, если я хочу отделить программера, слово программер табуляция, я могу поставить /t, и можем увидеть, что здесь проставлена табуляция. Таких последовательностей их n-ное количество, и я дам ссылку в этой лекции, пройдя по которой можно почитать поподробнее о различных последовательностях. Все их разбирать особого смысла нет. Понимая смысл того, как они работают, вы уже сможете понять их документацию. Хотелось бы также напомнить на всякий случай, что у элементарных типов данных есть свои конструкторы, и создать строчку мы можем, используя, собственно, конструктор. Например, конструктор строки — это str, который получает, собственно, строчку. Как-то так. Можем присвоить переменной и распечатать ее. Ну или можем создать еще одну. Точно таким же образом. Строка может быть любой длины. Как-то так. Таким же образом можно создавать на самом деле и числа и так далее. Как я уже упоминал, строки представляют собой последовательность отдельных символов. При том, что, конечно же, надо помнить, что отдельный символ — это на самом деле тоже тип str, да, то есть тип строки. Однако это не влияет на то, что строка — тип индексируемый. То есть можно обратиться к отдельному символу по его индексу. Что это значит? Ну, например, используя следующий синтаксис. Greeting, квадратные скобки, и в них индекс 0. Выводится символ h. Это потому, что, собственно, индексом первого символа является 0. То есть мы отсчет вообще всегда в программировании начинаем с 0. И, соответственно, используя индекс соответствующего символа, мы можем вывести его, да? То есть, если мы обратимся к третьему по индексу, а точнее, в нашем понимании, четвертому, потому что люди считают с единицы, мы получим символ L. А что, если мы хотим, например, вывести вот этот символ E? К какому же нам надо обратиться? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, давайте попробуем. Действительно. Но на самом деле в данном случае все гораздо проще. Индексировать можно, используя специальный синтаксис с отрицательными значениями, с помощью которых мы можем считать индекс от конца. К последнему символу можно обратиться как к символу по индексу -1. Ну и, соответственно, до e с конца досчитаться гораздо проще. 1, 2, 3, 4, 5. -5. Вот таким вот образом можно индексировать строку, обращаясь к отдельным символам по их индексам. Казалось бы, с помощью индексации можно поменять отдельные символы, однако, как я уже говорил ранее, строки являются неизменяемыми. Что это значит? Это значит, что если мы попробуем заменить первый символ на какой-нибудь другой, например, на h в lowercase, да, в нижнем регистре, то мы получим ошибку, которая, собственно, говорит о том, что тип str не поддерживает переназначение, в общем, assignment, назначение. В общем, реинициализацию не поддерживает. Тип является неизменяемым. И, соответственно, все, что мы можем сделать, это создать новую строку. Если мы хотим с нижнего регистра, то создаем новую. При этом, конечно же, можно использовать, например, ту строчку. Там для конкатенации, еще для чего-то.
взять из нее там срез, как мы сейчас увидим, что это такое, и так далее. Но именно изменять строчку после ее создания, после инициализации нельзя. Итак, мы дошли, собственно, до так называемых срезов. Срез по своей сути представляет собой подстроку. Ну, например, давайте еще раз выведем здесь greeting, чтобы видеть в аутпуте эту строчечку. Если мы хотим взять подстроку, начиная с этого символа, то мы можем воспользоваться следующим синтаксисом. Greeting, квадратные скобки, 2, двоеточие и все. Вот так вот. То есть подстрока, начиная с индекса 2. И мы видим результат. Ну, соответственно, если начиная с третьего индекса, то получим еще более короткую строчку. После двоеточия можно указать индекс, на котором надо остановиться, забирая подстроку. Например, если мы возьмем подстрочку с нулевого индекса по третий, то мы получим подстроку H и L. То есть, на самом деле, второй здесь аргумент, второй индекс, мы до него не доходим. Вот так вот можно это воспринимать. То есть это не количество символов, которые мы забираем, а индекс, на котором мы останавливаемся и который мы не включаем в срез. Также есть на самом деле третий аргумент, который представляет собой шаг, с которым мы забираем отдельные символы. Если мы опустим первый аргумент и второй, но передадим третий, собственно шаг единичка, то мы на самом деле получим всю нашу строчку. А вот если мы укажем шаг 2, то мы получим каждый второй символ из нашей строки. Кстати говоря, когда мы делаем все эти запросы, прошу внимания обратить, что исходная строка не изменяется. Ну, а если мы используем, например, все 3 аргумента, делая срез, например, начиная с 3 по 25 символ, забираем каждый второй символ, получим вот такой вот результат. Ну, поверьте мне, если вы посчитаете все здесь как надо, вы получите именно такой результат. Вот таким вот образом можно делать любые срезы с любой строки. Ну и последнее, на чем я хотел заострить внимание, это, собственно, конкатенация строк и дупликация символов. Один из способов сконкатенировать или склеить две строчки – это использовать знак плюс. Например, my name is плюс. Можем, например, склеить 3 строчки. Вот здесь вот пробел. И Elias. И получаем my name is Elias. То есть плюсик в данном случае работает как склеиватель строчек. Имеются также и другие способы. Можем, например, создать пару переменных. Hello, world. Назначить на них соответствующие строчки. Итак, собственно, тот способ, который мы разобрали, вот он, с помощью плюсиков. Ну, также мы можем их использовать, естественно, и на переменных. Это все, что я хочу здесь продемонстрировать. Также мы можем использовать специальный синтаксис формата %s. S это значит string. %s это placeholder, то есть заполнители, в которые мы будем с помощью этого специального синтаксиса вставлять переменные. Вот таким вот образом. На самом деле про форматирование строк мы еще более подробно поговорим. Просто здесь хотелось бы собрать все основные способы конкатенации строк. И также print. Это также специальный синтаксис для форматирования с фигурными кавычками. Точка. Формат – это функция, в которой мы передаем два аргумента, которые будут вставлены вместо placeholder'ов, вот этих заполнителей. Но, опять же, про это мы тоже поговорим очень-очень скоро. И, соответственно, если я исполню этот код, то мы получаем ошибку, потому что вот здесь вот worlds, а не world, опечатка. Вот так вот будет все нормально. Также отмечу, что склеивать большое количество строк с помощью плюсика не рекомендуется из-за того, что
это оставляет большой memory footprint, то есть работает таким образом, что расходуется много памяти. Вот эти способы, они гораздо дешевле в плане производительности. То есть, когда вы склеиваете пару строчек, можете воспользоваться плюсом. В принципе, в этом ничего нет такого ужасного, страшного и ужасного. Но когда склеиваются десятки, сотни, а то и тысячи строк, так делать нельзя. Есть также способ дуплицирования символа с помощью знака умножения. Например, если мы хотим получить 7а, то можем написать а умножить на 7 и получить 7а. Вот таким вот образом. В принципе, иногда это может быть полезно. Но, конечно, это не, как говорится, мажорная фича, то есть используется далеко не каждый день. И на всякий случай напомню еще раз, и это важно понимать, что Python является строго типизированным языком, а потому не позволяет, например, конкатенировать строчки таким образом. Честно говоря, это я даже сформулировал не совсем корректно в терминах Python, потому что 2 не воспринимается как строка и не будет сконвертировано в строчку для последующей конкатенации. И если мы используем для сложения 2 несовместимых типа, в данном случае число и строка, то мы получим ошибку. Но при этом, конечно, надо понимать, что 2 вот так вот плюс 3 будет работать. И склейка произойдет, и мы получим 23. А вот это вот мы просто закомментируем. В принципе, этого достаточно для базового понимания того, как работать со строками. Но это еще, конечно же, не все. В следующих лекциях мы разберемся более подробно с некоторыми деталями работы со строками, с функциями и форматированием. Посмотрим, как ими пользоваться, для чего они нужны, в чем их предназначение. Для начала объявим какую-нибудь строчку. Например, Hello, my name is Elias. Чтобы подсчитать количество символов в строке, можно использовать функцию len от слова length. В данном случае мы видим, что в строке x 23 символа. Чтобы обратиться к последнему символу, мы, кстати говоря, можем не только использовать отрицательный индексинг, но также и использовать, например, функцию len. Вот таким вот образом, да? То есть взять длину и отнять единичку, поскольку нумерация начинается с нуля. Для того, чтобы посчитать количество вхождений какого-либо символа, можно использовать функцию count. Например, мы можем посчитать, сколько элек в строке x. И действительно, элек у нас 3 штуки. 1, 2 и 3. Теперь, что касается кейсинга, то есть регистра. Есть функция capitalize. Capitalize. Вот если мы ее запустим на строчке x, то увидим, что первый символ в строке x стал в верхнем регистре, а вот и стал в нижнем регистре. Дело в том, что функция capitalize работает следующим образом. Она просто делает первый символ в верхнем регистре, переводит в верхний регистр, а все остальные, неважно сколько бы мы здесь на самом деле символов еще наделали в верхнем регистре, все бы они были переведены в нижний регистр. То есть capitalize делает лишь первый символ в верхнем регистре. Окей. Если мы хотим абсолютно все символы перевести в верхний регистр, то для этого мы можем использовать функцию upper. И, кстати говоря, прошу обратить внимание, что все эти функции на самом деле возвращают новую строчку. Здесь мы просто передали на output результат. Но вообще говоря, мы можем, естественно, результат сохранить в какую-нибудь переменную, например, upper haste. А уж затем делать с ней все, что угодно. Может быть, мы хотим произвести более чем одно действие с ней. В данном случае я просто сделаю print uppercase. И мы видим, что все символы были переведены в верхний регистр. Аналогичным образом мы можем сделать так, чтобы все символы были переведены в нижний регистр с помощью функции lower. И, соответственно, вызвать функцию print, передав lower case строку.
прошу обратить внимание, что если мы выведем x, то заметим, что строка осталась той же, какой она и была. Также существуют функции для проверки того, находятся ли все символы в нижнем регистре или в верхнем регистре. Это функции isUpper и isLower. Ну, например, давайте ими воспользуемся. Ну, я сразу буду выводить несколько значений в output, поэтому запишу сразу несколько выражений. Давайте проверим, все ли символы строки uppercase находятся в верхнем регистре. Для этого вызовем функцию isUpper. Проверим, все ли символы строки lowercase находятся в нижнем регистре. Ну и проверим, что вернут эти функции, вызванные на исходной строчке x isUpper и isLower. И действительно, строчка uppercase такова, что все символы находятся в верхнем регистре, lowercase все символы находятся в нижнем регистре, и, соответственно, isUpper и isLower возвращают true в обоих случаях, поскольку в первом случае мы имеем дело со строчкой, где все символы находятся в верхнем регистре, а во втором, где все символы в нижнем регистре. Ну а в случае строчки x, где есть символы в верхнем регистре и в нижнем регистре, обе функции возвращают false. В принципе, все ожидаемо, никаких неожиданностей нет. Есть также очень полезная функция find, которая возвращает индекс, на котором находится символ. Например, мы можем найти с помощью функции find, где находится символ L. Сразу замечу, что если у нас в строчке несколько символов L, то результатом будет являться первый найденный. Также функция find принимает другие аргументы. Например, можно указать, начиная с какого индекса начинать поиск. Например, в данном случае я указываю, что с 5. И также можно указать не только начиная с какого индекса искать, но также и на каком заканчивать. Ну и в качестве примеров давайте, например, поищем M. И видим, что в первом случае у нас результат 2, потому что первым входящим символом, соответствующим поиску, будет L, находящийся под индексом 2. Если мы начинаем с 5 индекса искать, то L-ку мы найдем только уже на 19 индексе. А если мы ищем с 5 по 10, то результат будет -1, что означает то, что между 5 и 10 индексом этого символа найдено не было. То есть это special case, как говорится, специальный случай. -1 означает, что, извините, не нашли. Соответственно, M с 7 по 15 мы находим на 7 месте, а с 8 по 15 на 12. Также добавлю, что с помощью функции find можно также искать индекс, с которого начинается подстрока. То есть, если мы запустим функцию find, передав, например, my, мы видим, что hello my, бла-бла-бла, my m это 7 индекс, то есть на самом деле мы здесь должны получить 7. И действительно получаем 7. Есть и другие проверочные функции. Например, чтобы проверить, состоит ли строка только из цифр и букв, можно воспользоваться функцией isLnum. Например, 1, 2, 3, ABC, isLnum. Ну, должно быть true. Если 1, 2, 3, ABC и добавим, например, восклицательный знак, то isLnum должен вернуть false, поскольку такая строка состоит не только из букв и цифр. В данном случае у нас есть еще и символ восклицательного знака.
Так, тут у нас опечатка. Забыл закрыть. Точнее, вот здесь лишнее поставил, поскольку isLnum, естественно, это функция, которая вызывается на экземпляре строки. Окей. Да, и в первом случае получаем true, и во втором случае получаем false, как и ожидали. Можно проверить, состоит ли строка только, например, из букв. И, соответственно, если мы наберем 1, 2, 3, A, B, C из alpha, то должны получить false в результате, поскольку здесь есть еще и цифры, а вот на строчке ABC должны получить true. И действительно так и есть. Отдельный вопрос то, каким образом следует проверять строчку на пустоту. И действительно, иногда вот вы напишите функцию, которая принимает строчку в качестве аргумента. Ну, о функциях мы еще поговорим, но я думаю, вы более-менее представляете уже себе, что из себя представляют функции. Получает строчку, и вам нужно проверить, пустая ли она. Ну, например, ваша функция требует, чтобы она была не пустая, для того, чтобы продолжить свою работу. Что для этого делать? Во-первых, есть функция isSpace. Посмотрим, как она работает. Если я создам строчку и поставлю просто пробел, или 2 пробела, или 3 пробела, это не важно, будет результат один и тот же, и вызову на такой строчке isSpace, то получу true. То есть эта функция проверяет, пустая ли строка, состоит ли она из одних пробелов. Однако, есть special case, специальный случай, когда строка пустая в том смысле, что она не содержит символов. И вот в таком случае isSpace возвращает false. Однако, зачастую нам нужно проверить оба случая. И то есть зачастую бывает так, что функция может продолжить свою работу, если строчка не пустая. И при этом она не просто не пустая, но и не состоит из одних пробелов, а наполнена хоть какими-то смысловыми символами. Что же тогда делать? Ну, начнем с того, что пустую строчку, которую мы можем объявить, грубо говоря, пусть это будет A или empty string, чтобы проверить, пустая ли строчка. Вот к нам, скажем, в функцию пришел аргумент empty string. Чтобы проверить, пустая ли она, мы можем использовать, собственно, равно и такую же пустую строчку для проверки на идентичность, действительно ли не содержит никаких символов наша строка. Однако это проверяет только один случай, когда строка вообще не состоит из символов. Если наш empty string будет вот таким, то такая проверка выведет false. То есть, вот смотрите, сейчас это у нас true, а вот так вот это уже false. Окей. В принципе, можно написать вот такую вот как бы функцию. Ну, сейчас мы саму функцию объявлять не будем, я просто продемонстрирую такую возможность, да, то есть вот empty string, но мы не знаем, в каком смысле он empty. Просто не имеет символов или имеет пустые, да, символы, ну, символы пробелов. Мы можем сделать следующим образом. Print empty string, вызвать функцию strip, которая удаляет сначала из конца строки символ, который мы передаем в скобках. В данном случае передаем пробел. Соответственно, строчка, которая состоит из одних пробелов, превратится в строчку, которая вообще не содержит символов. А дальше мы можем сделать нашу проверку на пустоту. И получим true. Ну и, соответственно, если вот так будет, то тоже получим true. Вот вариант, который, собственно, всегда работает. Кстати говоря, насколько я помню, в strip можно в случае именно пустых строк ничего не передавать, все равно это будет работать. Да, то есть и так true, и так true. Один из способов. Также есть способ проверки, является ли строка пустой, с помощью оператора not. То есть
является ли она не пустой. Например, if not empty string. If это условный оператор, про который мы еще поговорим. Not это у нас отрицание. То есть не. То print not empty. В противном случае empty. И, соответственно, в данном случае мы можем видеть, что работает это именно тогда, когда строка состоит из пробелов. А когда строка не состоит из пустых пробелов, а действительно является пустой в том смысле, что не содержит ни одного символа, то выводится, что строка является не пустой. То есть if not вычисляется в true. Короче говоря, вариант с вызовом функции strip, а затем с проверкой на пустоту, на мой взгляд, более адекватный. И плюс есть определенные вопросы к способу с not, поскольку, опять же, здесь не отсекается вариант, когда у нас строчка не содержит вообще символов. Окей. Также очень полезными методами, которые достаточно часто используются в работе, являются методы starts with и ends with. Я постоянно переключаюсь между терминами метод и функция, потому что сам я изначально C# программист, а у нас все является методами, и я автоматически переключаюсь между этими понятиями. Мы еще поговорим о методах в дальнейшем. В принципе, в данном случае просто не обращайте внимания, это не играет никакой роли с точки зрения использования того или иного функционала. Окей, объявим новую строчку. Да, в принципе, прямо здесь же протестируем две наши функции. Print h starts with, то есть проверяет, начинается ли строчка с определенной подстроки. Подстрока может состоять как из одного символа, так и из более чем из одного. Извиняюсь, starts with мы уже протестировали. Ends with, ну, например, LO. И в обоих случаях получаем true. Ну, естественно, сами понимаете, если мы здесь пробьем какую-нибудь абракадабру, которая не соответствует действительности, мы получим false. Крайне полезной функцией является функция split, которая разбивает входящую строку на части, используя определенный разделитель или сепаратор. Попробуем ей воспользоваться. H, split. Попробуем разделить нашу строчку по символу L. Я сразу же хочу показать, какой тип будет у переменной split. Ну и также вывести результат. И чтобы было более понятно, как это работает, еще сделать один сплит по, например, символу E. И опять же вывести результат. В данном случае тип я выводить не буду, он будет абсолютно такой же. И вы можете видеть, что сплит будет типа list, о котором мы еще поговорим. То есть это некий список, который содержит определенный набор значений. И в том случае, когда мы делаем сплит по L, используя L в качестве разделителя, мы видим, что у нас L-ки исчезают, а остается HE и O. Когда разделяем по E, у нас исчезает E, и получаем две части H и LLO. Данный пример притянут за уши, однако, например, мы часто получаем данные с каким-то определенным разделителем, например, из так называемых CSV файлов, где по стандарту используется точка с запятой в качестве разделителя данных. Ну, например, какие-нибудь там геоданные или да мало ли там что может быть, какие-то данные по погоде или еще что-то, по котировкам получаем вот 12, точка запятая, 10, 8
10 мы вычитываем такой файлик, получая вот такую строчку. В данном случае просто мы не будем читать файл. А затем нам нужно его как-то разобрать и проанализировать. Для того, чтобы его разобрать, мы можем использовать функцию split. Data .split и передадим точку с запятой в качестве разделителя. Ну и, естественно, выведем результат. Separated data. И мы видим список из чисел, с которыми мы уже дальше можем работать. Хотя, в принципе, мы на самом деле можем их сконвертировать. Здесь они находятся в нашем списке в качестве строк. Однако после сплита мы на самом деле можем все их сконвертировать в integer. Сейчас я этого делать не буду, поскольку мы разбираемся здесь со строчками. И смысл здесь в том, что функция split является очень полезной. Просто запомните, что на самом деле все обычно гораздо проще, чем с разделением какого-нибудь слова типа hello. На самом деле обычно мы имеем какой-то конкретный разделитель типа точки с запятой или запятой. И используя такой разделитель, мы вычленяем действительно семантически значимые данные и куда-то их складываем в тип list или dictionary, в общем, в какой-то перечислимый контейнер, о которых мы еще поговорим. И есть также функция partition, которая похожа на функцию split, однако работает по-другому. И на моей практике, честно говоря, чаще всего используется функция split, однако давайте упомянем о функции partition. Эта функция принимает строковый параметр, то есть это такой же separator, разделитель, который разделяет строку по первому вхождению этого сепаратора. И этот partition метод, он возвращает tuple, о котором мы упоминали в обзоре основных типов данных в Python, который содержит часть до сепаратора, сам сепаратор, который был использован, и часть после сепаратора. Ну, либо же возвращает строку саму по себе и две пустые строчки, если сепаратор вообще в строке найден не был. Вот разберем пару примеров. Имеется строка с именем Python. Python is fun. Вызовем функцию partition, передав в качестве сепаратора is с пробелом. Затем передадим в качестве аргумента not с пробелом. И переназначим переменную string, типа string, скажем Python is fun, isn't it? И попробуем засплитить через partition, скажем так, аргумент is без пробелов. И посмотрим на результаты. В первом случае мы получаем часть до сепаратора, сам сепаратор и часть после сепаратора. Во втором случае сепаратор вообще не найден, not его нет, поэтому получаем саму строчку и две пустых строчки. Напомню, это tuple. Он в любом случае содержит здесь три части. Ну, собственно, когда сепаратор не найден, во второй части мы не видим сепаратора. Ну и, соответственно, разделять нечего, поэтому в первой части мы видим всю строку. Ну и в последнем случае мы видим нормальную работу сепаратора. Соответственно, видим первую часть, сам сепаратор, и часть с пробелом после сепаратора. Вот таким вот образом работает partition. В принципе, он полезен может быть. Все зависит от, собственно, алгоритма, с помощью которого вы обрабатываете ту или иную строку. Все зависит от того, что вам нужно сделать с той или иной строкой. Отлично, мы рассмотрели основные функции, с помощью которых можно обрабатывать строки. Они вам помогут в реализации той или иной логики, связанной со строками. И поедем дальше.
и посмотрим вкратце на форматирование строк, чуть более подробно. Обработке большого массива строк это было бы попросту неудобно. То есть загромождать плюсиками форматирование строк было бы ужасно неудобно. Как только вы начнете работать с переменными, функциями и обработкой строк, вы сразу же поймете, что нужны специальные механизмы для форматирования строк, в том числе выравнивания и прочего. Простейший принцип форматирования строк заключается в том, что внутри строки объявляется некий placeholder, то есть заполнитель. Попробуем записать следующее. Print my name is. И вот placeholder, то есть заполнитель, объявляется с помощью фигурных скобочек. После этого на строчке мы вызываем метод format и передаем значение, которое будет вставлено вместо placeholder. Разумеется, это могла бы быть переменная. Например, my name равно Elias, а затем print и в функцию format передаем переменную. Вот таким вот образом. Конечно же, можно в строку вставлять более одного placeholder. Например, my name is and I am. Ну, а здесь, например, Elias и 30. Хотя надо сказать, что 30 здесь можно передать и числом. То есть my name is Elias and I am 30. Меня зовут Илья, и мне 30 лет. На самом деле placeholder индексируемы. По умолчанию они индексируются как 0, 1. То есть вот тот синтаксис, который мы использовали, это то же самое, что и вот эта строчка, но с пронумерованными плейсхолдерами 0 и 1. По умолчанию они идут вот так, 0, 1. И, соответственно, и аргументы, которые мы передаем, индексируются как 0, 1, 2, 3 и так далее. То есть, если мы выполним эту команду, то мы получим тот же самый результат. А если мы здесь переставим нумерацию плейсхолдеров вот таким образом, то получим my name is 30 and I am Elias. Честно говоря, я за свою практику никогда не использовал эту возможность, то есть никогда не изменял порядок следования аргументов. То есть, по сути, несмотря на то, что имеется в языке возможность писать вот таким вот образом, это еще не значит, что так писать надо, потому что это усложняет код. В нормальном случае индекс начинается с нуля и, соответственно, продолжается 1, 2, 3 там, и так далее. Одна из главных фич, связанных с форматированием, это особое форматирование определенных типов. Например, предположим, что мы имеем некую переменную, ну, например, p, 3,1415. Ну, в реальности к нам в функцию, ну, в дальнейшем мы будем разбираться с функциями, может прийти там плавающее число любое, да, с любым количеством чисел после запятой, да, после плавающей точки. И мы хотим иметь возможность вывести только, например, 2 числа после запятой. Конечно, все это можно сделать 10 разными способами, но удобный способ следующий. Например, p equals p 1.2f формат, ну, в данном случае p равно p, и вывод 3,14. Ну, что здесь происходит? Во-первых, мы можем вставлять аргументы в placeholder через именованные аргументы. Например, вот таким вот образом будет то же самое. То есть мы присваиваем аргументу, например, более краткое имя, и по нему вставляем сюда. Но в данном случае это не повышает читабельность, поэтому я верну p. А вот как раз специальное форматирование, оно находится здесь. И работает оно
по вот такому синтаксису. Двоеточие. В данном случае f означает то, что мы форматируем число с плавающей точкой, то есть floating. Точка 2 означает, что мы хотим вывести только два числа после запятой. А вот единичка говорит о том, что мы не хотим, грубо говоря, дополнять пробелами это число 3,14. Что это значит? Ну вот, например, если мы здесь пробьем 2, то будет то же самое. Если пробьем 3, то будет то же самое, потому что 3 и 14 содержат 3 символа. А вот если мы пробьем 4, прошу прощения, 3,14 содержит 4 символа, поэтому если мы пробиваем 4 здесь, то видим тот же самый вывод. А если мы здесь вставим 5, то мы увидим пробел перед тройкой. То есть данное число регулирует длину, общую длину вывода. То есть здесь мы буквально говорим, что хотим, чтобы входной аргумент в этот placeholder занимал 5 символов, и при этом хотим, чтобы выводилось только 2 числа после запятой. Пожалуйста, мы получаем то, что выведено 2 числа после запятой, и при этом эта строчка будет дополнена одним пробелом. Ну и, соответственно, если мы здесь поставим, например, 7, то пробелов станет больше. Вот, собственно, и все. Кроме f, есть также другие специальные символы для форматирования, например, целых, для вывода чисел с знаками валют и так далее и тому подобное. К этой лекции я прикреплю ссылку, которая более подробно, в больших деталях раскрывает эту тему, поскольку здесь можно очень долго говорить о различных видах форматирования. Важно здесь понимать базовый принцип, а дальше с помощью документации можно понять, как применить те или иные символы форматирования для конкретной ситуации. И в последних версиях Python, если я не ошибаюсь, начиная с Python 3.6, появился укороченный синтаксис для форматирования строк. Кстати говоря, такое форматирование строк называется интерполяцией, когда мы можем опустить вызов функции формат и использовать переменные напрямую в строке. Ну, например, объявим переменную name и присвоим ей значение Elias. Возраст будет 30. И напечатаем, выведем строчку. И вот эта самая интерполяция, о которой я говорю, должна начинаться с f. Затем идет строка my name is. И в фигурных скобках мы непосредственно используем имена переменных. And I'm age. И, соответственно, если мы это исполним, мы получаем корректный вывод my name is Elias and I am 30. Как видите, это более краткий синтаксис. Некоторые программисты предпочитают вызывать функцию формат по старинке. Лично я предпочитаю более краткую запись, то есть вот такую интерполяцию строк. И такая интерполяция строк, она не отменяет всех возможностей по форматированию, используя специальные символы типа f, так что мы спокойненько можем себе написать, например, print f, и здесь сказать p equals, и, собственно, использовать переменную p. Вот таким вот образом. Ничто нам не мешает это сделать. И получаем корректный вывод p equals 3,14. Это база касательно форматирования строк. А чтобы более подробно посмотреть про возможности, предоставляемые Python относительно специализированного форматирования, вы можете пройти по ссылке, которую я прикреплю к этой лекции. Между собой. Рассмотрим базовые принципы. Ну, во-первых, мы можем сравнивать между собой числа. Например, можем спросить у интерпретатора, действительно ли является 2 больше единицы. И интерпретатор ответит, что действительно 2 больше единицы. Как вы можете заметить, операторы сравнения, такие как больше, ну и так далее, как мы сейчас посмотрим, меньше, равно, все они продуцируют результат типа boolean, то есть true или false. Результатом сравнения может быть либо истина, либо ложь. Разумеется, результат мы можем записать в какую-нибудь переменную, например, с именем result. Действительно ли 2 больше единицы? Ну и спросить, какой тип
у переменной result и получить ответ от интерпретатора, говорящий о том, что тип boolean. Ну, собственно, если мы проверим, как работают операторы сравнения, на следующих входных значениях 2 больше 2, ну, ожидаемый результат false, потому что 2 не больше 2, они равны. Если мы используем оператор 2 больше равно 2, сравнивая двойки, то ожидаемый результат true, поскольку 2 равно 2, а больше равно включает в себя равенство. То есть это не строгое сравнение. Если мы сравним 3 с двойкой, используя оператор больше равно, то мы получим true, поскольку 3 больше 2. А если мы сравним тройку с четверкой с помощью оператора больше равно, то получим false, потому что 3 меньше 4. 3 не равно 4, 3 меньше 4. И так и есть. 2 больше 2? Нет. False. 2 больше равно 2? Да, равно 2. True. 3 больше равно 2? Да, больше. True. 3 больше равно 4? Нет. False. Ну и то же самое прогоним с операторами меньше. 2 меньше 3 ожидаем true. 3 меньше 2 ожидаем false. 3 меньше равно 3 ожидаем true. Равно. Print 3 меньше равно 2 ожидаем false, поскольку 3 больше. Не меньше и не равно. Ну и, наконец, 3 меньше равно 4. Ожидаем true, поскольку 3 меньше 4. Проверим. True, false, true, false, true. Все верно, как мы и ожидали. Ну и, конечно же, оператор сравнения равно-равно. 1 равно единице. True. Почему используется двойное равно? Потому что если мы напишем 1 равно 1, равенство воспринимается как оператор присвоения. Мы здесь единички присваиваем единичку. Окей, x равно единице, возможно. Но 1 равно 1. Так нельзя. Если мы запустим, то получим синтаксическую ошибку. Окей, закомментируем этот код. Ну и также я бы добавил, что есть оператор не равно. 1 не равно 1. Не равно пишется с помощью восклицательного знака. Восклицательный знак равно, значит не равно. 1 не равно 1. Нет, 1 равно 1, поэтому 1 не равно 1 продуцирует false. 2 не равно 1. Да, действительно, 2 не равно 1. True. Теперь касаемо сравнения строк. Строки можно сравнивать с помощью того же самого оператора равно-равно. Например, print string равно-равно string. Ожидаем, что результат будет true. Print string равно-равно another string. Ожидаем, что результат будет false, поскольку, как вы видите, строки не идентичны. Также стоит заметить, что регистр важен при сравнении строк. Если мы сравним string, начинающийся с большого регистра, с верхнего, со string, который начинается с нижнего регистра, то результат будет false. Поэтому, если вам нужно сравнить две строки, игнорируя регистр, то я бы рекомендовал сделать следующее. Предположим, у нас есть две строчки. Запишем их в переменные. Таким образом, чтобы сравнить их, игнорируя регистр, я бы рекомендовал привести обе строки к нижнему регистру или к верхнему регистру. В данном случае я привожу обе строки к нижнему регистру, таким образом игнорируя регистр каких-либо символов в этих строках, поскольку явным образом все символы будут приведены к нижнему регистру, и мы получим ответ, гарантирующий нам корректность проверки на идентичность с игнорированием регистра. Таким образом, действительно, string равно string true, string равно another string false, string с верхним регистром не равен стрингу с нижним регистром, поэтому false. Ну и здесь, после того, как мы приводим обе строчки к нижнему регистру, получаем true. Все как и
ожидалось. Другой момент заключается в том, что на самом деле мы можем использовать операторы сравнения в цепочках. Например, 1 меньше 2 – это не цепочка. True. 2 меньше 3 – это не цепочка. 2 меньше 3 действительно true. А мы можем, например, захотеть сравнить двойка больше единицы и меньше 3 одновременно. То есть объединить эти две операции. И вот в таком случае мы можем уже применить chaining или построение цепочкой с помощью вот такого вот синтаксиса. И это эвалюируется, то есть вычисляется в true, поскольку да, действительно 2 больше единицы и меньше 3. То есть обе части выражения здесь эвалюируются в true. Однако мы имеем специальный оператор, который называется логическое и. Поэтому мы это выражение можем записать так. 1 меньше 2 and 2 меньше 3. И получить тот же самый true. На самом деле выражение с and более читабельно во многих случаях. Может быть, когда мы сравниваем 3 простых числа, это не так очевидно. Однако, когда мы говорим о проверке условных выражений с использованием именованных переменных, то предпочтительнее будет использовать оператор AND. И более того, во многих случаях, когда мы проверяем несколько булевых переменных, нам просто не избежать использования AND. Конечно же, здесь надо упомянуть, что когда мы применяем AND, ну или строим цепочку, результат будет вычислен в true только в том случае, если обе части выражения эвалюируются в true. То есть, если мы напишем 1 больше 2 and 2 меньше 3, то результат будет false. Почему? Потому что 1 не больше 2, 1 меньше 2. Соответственно, первая часть вычисляется в false. А вторая часть уже не важно какая, потому что false на true дает false. То есть логическое и вычисляется в true только если обе части вычисляются в true. Иногда нам достаточно проверить на истинность лишь одну часть выражения. И в таком случае мы можем использовать логический оператор или. Например, 1 больше 2 или 2 меньше 3. Очевидно, что первая часть будет вычислена в false, а вторая часть в true. И для логического оператора этого достаточно, чтобы результатом записать true. Достаточно, чтобы лишь одна часть была true. Тогда и результат такого сравнения будет true. Однако, если обе части вычисляются в false, то результатом будет false. Например, 1 больше 2 или 2 больше 3. Обе части false, поэтому и результат false. Нужно, чтобы хотя бы одна часть была true, чтобы все выражение было вычислено в true. Я приведу пример псевдокода, когда нам просто не избежать использования логических операторов. Представьте себе, что мы вызываем определенный модуль, запрашивая security роль пользователя. Ну и мы притворяемся, что он нам отвечает true, и мы записываем результат в переменную из admin, и также проверяем наличие какого-то файла. Также я здесь притворяюсь, что мы проверяем, чтобы не писать сложный код. Это у нас будет такой типа псевдокод. Спрашиваем операционную систему о существовании определенного файла. Получаем какой-то ответ. В данном случае я притворяюсь, что true. И, собственно, мы хотим определить новую переменную shouldOpenFile, которая, собственно, определяет то, должны ли мы открывать какой-то файл. И значение этой переменной зависит от того, является ли пользователь админом и существует ли этот файл. И для этого мы будем использовать две boolean переменные, которые получили ранее. И, соответственно, мы должны открывать файл только если пользователь является админом и файл существует. И без логического и вычислить это просто невозможно. Файл exists. Ну и, соответственно, выведем также здесь значение.
И, соответственно, shouldOpenFile в нашем случае true, поскольку обе переменные здесь true. Если мы изменим хоть одну на false, то получим false. Окей. Ну и также добавлю, что у нас есть два варианта сравнения булеанов, проверки булеанов. Например, определим, что у нас isAdmin false, без перескакивания на следующий cell. Я здесь также напишу if not isAdmin. Not это отрицание. То есть если admin false, то будет распечатана строчка not an admin. И то же самое мы на самом деле можем проверить вот таким вот образом. If isAdmin равно false. И, соответственно, вывести not an admin. И, как видим, мы получаем две строчки, поскольку эти записи эквивалентны. Ну, единственное, not, на мой взгляд, кажется более читабельным. Это были основы работы с операторами сравнения и использования логических операторов AND и OR в сочетании с boolean переменными. Окей, на основе этих знаний мы сможем строить условные выражения и ветвить логику программы. Поехали дальше. Приложение относительно серьезного придется так или иначе взаимодействовать с файловой системой, читать файлы, изменять их, удалять и так далее. Хотя надо сказать, что именно в данной лекции мы не будем рассматривать функционал, относящийся к удалению файлов или директорий. То, как правильно удалять файлы и директории, относится немножко к более сложным задачам, которые мы рассмотрим чуть позже. Давайте для начала научимся хотя бы просто читать файлы. Первое, что хотелось бы упомянуть, это то, что для интерпретатора существует текущая папка. И чтобы узнать, какая директория считается текущей для интерпретатора, можно использовать команду pwd. Окей. В моем случае текущей папкой является CUsers, EngineerSpock, Jupyter Root. Давайте с помощью Jupyter Notebook создадим файл с помощью специальной команды write file sample.txt и впишем, скажем, name, phone и некоторые данные. John 1234, это такой номер телефона будет. 5678 Alice 9432. Shift-Enter. И мы видим, что был записан файл sample.txt. Теперь давайте его попробуем прочитаем. В Python есть встроенная функция open, которая возвращает специальный объект. Итак, open. И поскольку writeFile создавал файл sample.txt в текущей директории, мы для функции open тоже можем не передавать весь путь к файлу целиком. То есть просто можем указать его имя. И функция open будет искать этот файл в текущей директории. Окей. Также я вывожу данные по объекту файл, и мы можем видеть, что файл это объект типа text.io_wrapper, у которого имя sample.txt, режим у него чтение rread, до которого мы еще дойдем, и определенный код кодировки имеется. Чтобы прочитать файл, то есть получить с него данные, нужно использовать объект, который мы получили, и вызвать на нем функцию read. Функция read также возвращает объект. Давайте присвоим, собственно, результаты вызова функции read в переменную с именем data. Мы можем сразу же вывести, что там у нас в этом data. И мы видим, что в data у нас, собственно, строка. Если мы хотим увидеть красивый output, то можем передать эти данные в функцию print. Окей. Мы вывели ровным счетом то, что и записали в файл сами. Следующий момент, который необходимо отметить, это то, что объект типа text.io_wrapper содержит внутри некий курсор, который по мере чтения файла бежит вперед. И после того, как мы вызвали функцию read, он добежал до конца.
И если теперь мы снова вызовем функцию read, и в данном случае я хочу посмотреть, что будет выведено сразу же, я увижу, что не будет выведено ровным счетом ничего. Ровно по той самой причине, что если мы пытаемся читать, достигнув конец файла, мы ничего прочитать не сможем. Однако курсором можно управлять с помощью функции seek. Чтобы переместить курсор в начало файла, мы можем вызвать функцию seek и передать ей 0, что будет означать, что мы хотим перевести курсор на нулевой байт. А затем хочу снова прочитать файл и вывести результат красиво. И снова мы получаем тот результат, который мы, собственно, ожидали. Окей, давайте почитаем файл еще разок, но перед этим не забудем вызвать функцию seek, передав 0. Давайте, кстати говоря, посмотрим на то, какой тип у переменной data. Для этого немножко перепишем здесь код вот таким вот образом, передав все в функцию print. Ага, дата у нас типа string. А что, если мы не хотим прочитать все в объект типа string? Может быть, мы хотим прочитать построчно и получить список строк? Действительно, может быть, нам было бы удобнее работать со списком строк. И для этого мы можем использовать функцию readLines, которая возвращает лист. readLines. Кстати говоря, мы, наверное, там производили чтение. Я перезапущу еще раз эту ячейку, чтобы поставить курсор на нулевой байт. Так. И давайте сразу же выведем тип lines. Ну и, собственно, выведем содержимое. Окей. Да, у меня здесь опечатка. readLines. Итак, мы видим, что lines у нас типа лист, как я и обещал. Ну а вывод нам говорит о том, что мы имеем 4 строки. Вот первая, вот вторая, вот третья, вот четвертая. Убедимся. Да, действительно, у нас 4 строки. Ранее я упомянул о том, что мы при чтении файла в данном случае можем просто передать его имя. Однако это не всегда возможно. Мы можем захотеть прочитать какой-то файл из другой директории. Что же в таком случае делать? Мы можем передать полный путь. В данном случае я буду читать снова sample.txt, притворяясь, что он лежит в какой-то другой директории, и мы не можем получить к нему доступ, просто передавая имя файла в функцию read. В таком случае нам нужно сделать примерно следующее. Воспользоваться функцией open. И не забывайте, что под Windows нам нужно экранировать обратный слэш, либо воспользоваться специальным префиксом R, для того, чтобы избежать постоянного экранирования обратных слэшей. Поэтому здесь я могу это опустить и просто писать вот таким вот образом. Engineer Spock, Jupyter root, sample.txt. Вот таким вот образом. И все откроется нормально. Также я в комментарии укажу, что мы можем открыть файл с двойными слэшами. Просто укажу здесь пример, чтобы вы помнили об этом. А на Linux мы используем прямые слэши вместо обратных. Так что у нас нет необходимости в префиксе R, поскольку мы используем обычные слэши. То есть открытие файла выглядело примерно бы следующим образом. Open, users, Engineer Spock, Jupyter root, sample.txt. После того, как
мы закончили работу с файлом, хорошо было бы его на самом деле закрыть. Это нужно для того, чтобы избегать ошибок, связанных с утечками памяти, а также с конкурентным доступом к одному и тому же файлу. Ну, короче говоря, здесь как условно мы учим своих детей: поиграл с игрушкой, убери ее на полку. Вот здесь работает тот же принцип. Мы открыли файл, почитали его, что-то записали, поработали. Нужно его закрыть. Закрыть файл очень просто. Для этого достаточно вызвать функцию close. В данном случае я закрываю два объекта типа IOTextWriter, точнее text IO wrapper, который у нас названы файл и sample файл. И, собственно, я вот забыл, хотел вывести. Можно спросить, собственно, у файла, действительно ли он закрылся, то есть с помощью closed мы можем узнать их статус, и действительно они закрыты. Отлично. Чтобы не забыть закрыть файл, мы можем использовать специальный синтаксис с with. Вот таким вот образом. With open. Дальше файл, который мы хотим открыть. S. Ну, скажем, sample файл. Двоеточие. И мы можем использовать sample файл в рамках данного блока кода. По выходу из данного блока кода файл будет закрыт автоматически. Sample data равно sample file read print sample data. Все как надо. Все прочитали. Я уже упоминал об одной очень важной теме. Открывая файл sample.txt, мы открыли его в специальном режиме на чтение. R означает read. Давайте поговорим более подробно о режимах открытия файла, поскольку это очень важно. Так вот, собственно, режимов у нас есть несколько. Режим R – это режим только для чтения. Если мы откроем файл в режиме R, а это режим по умолчанию, то есть если мы просто открываем файл и кроме пути, собственно, к самому файлу ничего больше не передаем, никаких аргументов, то файл открыт будет с режимом R, то есть только на чтение. И в таком случае, если после открытия файла мы попытаемся туда что-то записать, то мы получим ошибку. Другой режим W или write only. Если мы открываем файл в режиме W, то имеем право в него только записывать. Соответственно, если мы попытаемся из него читать, мы получим ошибку. При этом необходимо упомянуть, что если мы передаем функцию open путь к некому файлу и открываем этот файл в режиме W, то если такой файл уже существует, то при записи в него новой информации вся информация, содержащаяся до этого в файле, будет затерта. А если файл на момент вызова функции open не существовал, то он будет создан автоматически. А если уже существовал, повторюсь, то все его данные будут перезаписаны новыми данными, которые мы будем записывать после открытия файла. Также есть режим A или append only. Append означает добавить, более конкретно добавить в конец. И если мы будем читать в этом режиме, то также увидим ошибку. И также увидим ошибку, если будем пытаться добавлять новые данные в файл, который не существует. То есть файл, который мы открываем в таком режиме, должен существовать. Так же, как и в режиме W, файл не будет создан. В режиме R+, то есть Reading and Writing, мы открываем файл и на чтение, и на запись. Однако, важно заметить, что файл при открытии в таком режиме должен уже существовать. Точно так же, как в режиме W, файл не будет создан. То есть в режиме W он создается, если его не было автоматически. А вот в режимах A и R+, нет. Произойдет ошибка. В режиме W+, мы открываем файл на чтение и на запись, но в отличие от режима R+,
мы перезапишем данные файла, если он уже существовал, а если не существовал, то создадим такой автоматически. Ну и в целом для всех режимов справедливым будет утверждение о том, что попытка чтения из несуществующего файла будет приводить к ошибке. Ну давайте, собственно, попробуем сделать что-нибудь нехорошее. Например, откроем файл sample.txt в режиме W. Вот таким вот образом мы передаем второй аргумент. Кстати говоря, вызывая функцию, мы можем воспользоваться сочетанием клавиш Shift-Tab и увидеть то, какие аргументы мы можем передавать. На самом деле их больше, мы не будем абсолютно все разбирать. Короче говоря, мы передаем W, то есть открываем только для записи. И, скажем, пытаемся после этого в наглую вызвать функцию read. И получаем ошибку unsupported operation. Как я уже и говорил, с этим делом нужно быть аккуратным. Если вы откроете в режиме W и попытаетесь прочитать, то получите ошибку. Окей, я пока это закомментирую, ну или можете убедиться, что если мы явно укажем режим чтения R, что не обязательно, по умолчанию все равно будет именно так, то ошибки никакой не произойдет. Оставлю здесь W и закомментирую эту часть кода. Давайте попробуем открыть файл в режиме append и попробуем чего-нибудь туда дописать. Sample файл. А запишем мы с помощью метода write. Запишем Эрик 7639. У меня здесь опечаточка simple файл. Еще раз. Так, мы не видим результат операции. Однако мы можем взять и прочитать файл. Ничто нам, собственно, не мешает. Для этого мы можем использовать вот этот код в режиме read. И вместо записи в data можем просто сразу вывести в output. И видим, что мы добавили Эрика. Судя по всему, мы какими-то предыдущими действиями на самом деле перезатерли Джона, Боба и Элис. Но можем попробовать сделать kernel restart and run all и посмотреть, так ли это на самом деле, или результат изменится. Да, результат изменится, мы просто определенными действиями, перезапуском некоторых ячеек все перезатерли, а на самом деле вы можете убедиться, что Эрика мы дописали в конец. Вот. Другой вопрос, который может мучить новичка, а каким образом можно читать и дописывать файл? Вообще говоря, есть разные рекомендации. Например, некоторые программисты Python рекомендуют отдельно открывать на запись, отдельно на чтение. То есть делать две операции with open. Однако, в принципе, если верить документации, то можно, например, сделать следующим образом. Если хочется и почитать, и добавить. With open. Давайте откроем наш файл sample.txt. Откроем в режиме R+, то есть на чтение и запись. S sample file. Так, и предположим, что мы сначала хотим дописать в конец какие-то данные. Так вот, если мы начнем писать сразу, то начнем мы писать с нулевого байта, потому что не забывайте, сейчас курсор в самом начале файла. Сначала нужно переместить курсор. Для этого нужно вызвать метод seek. Но в данном случае -1, как в случае, например, с листами, работать не будет. Нам нужно передать 0 и вторым аргументом двоечку. Так вот, этим аргументом мы обозначаем, с какого места начинать устанавливать курсор. То есть, с какого места имеем мы в виду вот этот байт.
Если здесь нолик, который по умолчанию, и мы его не указываем, то имеем в виду, что мы хотим писать с самого начала файла. Если здесь двойка, то это будет байтик с конца файла. А единица будет означать байт относительно текущей позиции курсора. В данном случае мы хотим переставить курсор в самый конец, поэтому мы ставим здесь двойку, которая говорит, что мы хотим поставить курсор по вот такому-то байту, по такому-то, можно сказать, смещению с конца файла. Соответственно, здесь мы ставим курсор в самый конец. Ну и после этого уже привычной функцией write мы можем что-нибудь интересненькое дозаписать. Кстати говоря, вот мне трудно сказать, почему в данном случае Эрик действительно добавился на новую строку, потому что ведь мы не использовали /n. Давайте попробуем использовать /n и добавим 5627. Так, для того, чтобы прочитать файл, нам нужно снова переместить курсор, но на этот раз в начало. Для этого достаточно передать 0. Это будет нулевой байт с начала файла. Ну а затем вызовем привычную нам функцию print. Функцию print, передав sample file.read. Посмотрим на результат. И taup был действительно добавлен в конец на новую строчку. Может быть, работало бы без /n, но вообще говоря, по идее, если мы не создавали перенос, записывая предыдущую строчку, этого не должно было быть. Ну, возможно, это какая-то небольшая бага здесь в Jupyter Notebook или что-то в этом роде. Вот. Или по какой-то причине мы не видим там переноса строки. Ну, окей. В данном случае это не критично. Давайте в конце концов попробуем другой режим. Например, V+, который обещает нам создать файл, если он еще не был создан. Для этого воспользуемся функцией open и, например, передадим имя abracadabra.txt. Уж поверьте мне, такого файла у меня в Jupyter Root нету. Мы его не создавали. И, соответственно, в режиме, например, read мы увидим ошибку, а вот в режиме W+, все должно быть нормально. Итак, spell file, write. Ну, собственно, запишем abracadabra. После записи не забываем перевести курсор в начало файла и прочитать с самого начала. Отлично. Никаких ошибок, что означает, что файл был создан автоматически. Мы у него записали строчку, затем перевели курсор в начало файла и прочитали его с самого начала, выведя тем самым в output то, что, собственно, и записали. На этом мы завершаем с основами работы с файлами, с чтением файлов, с добавлением и записью новых данных. Пока этого достаточно. Однако, как я уже говорил, о том, как удалять файлы и более плотно, так сказать, работать с операционной системой, мы уже будем смотреть далее по курсу. В разных кодировках. Ну, действительно, что такое символ? И вообще любая информация в компьютере, она в конечном счете представлена числами, да? То есть, ну, вообще в конечном счете вообще нулями и единичками. Но в целом, если говорить о строках, а точнее строки состоят из символов, каждому символу в различных кодировках, кодировочных таблицах так называемых, присваивается определенное число. Кодировочных таблиц существует множество, но есть определенные стандарты и самые распространенные кодировочные таблицы. Каждая кодировочная таблица определяет некий range, то есть набор чисел, которыми нумеруются символы. В разных таблицах может быть использовано разное количество байтов для представления одного символа.
Например, в таблице символов ASCII используются 7 битов, которыми можно представить 128 символов. 2 в седьмой — это 128, а в расширенной версии ASCII используется дополнительный бит 8, а уже 8 битами, то есть 1 байтом, можно представить 256 символов. Есть разные кодировки, такие как UTF-8, Unicode, UTF-16, UTF-32. UTF-8 сейчас является, наверное, самой популярной кодировочной таблицей. И в случае UTF-8 на самом деле количество байтов, используемое для представления символа, оно плавающее. И на самом деле занимает от 1 до 4 байтов. Такие кодировочные таблицы, как Latin-1, UTF-8, они являются подмножеством Unicode таблицы. По умолчанию в Python все символы кодируются по стандарту Unicode. И именно по этой причине в Python сильно упрощена работа со строками, потому что с помощью таблицы Unicode можно представить практически любые символы. А локальная кодировочная таблица у всех может различаться. На моей машине это UTF-8, ну и, скорее всего, в русскоязычной аудитории на Python под Windows будет UTF-8 именно. Но напомню еще раз, UTF-8 это условно подмножество Unicode. И в большинстве случаев, когда мы рассуждаем про все эти вещи, на самом деле, когда вы работаете со строками, вы всего этого в большинстве случаев просто не замечаете. Единственное, что вам нужно знать, это в какой кодировочной таблице у вас хранятся где-то символы, например, в файле, и в этой же кодировочной таблице нужно их вычитывать. Можно посетить сайт, который называется unicodetable.com, и можете здесь видеть, что в таблице Unicode вот есть рейнджи, вот от 0 до 1F, 27F. В этих рейнджах записаны различные символы, в данном случае разбитые по категориям. Здесь вы можете видеть, что таблица Unicode поддерживает просто гигантское количество различных символов во всевозможных алфавитах, да, разных языков. Да, вот у цифры 2, Unicode number U плюс 0032, например. Ну и так далее и тому подобное. Окей, давайте посмотрим на практике, что все это означает, как с этим быть. Для начала я сделаю import sys и запущу функцию sys get default encoding. И продемонстрирую, что по дефолту у меня используется таблица кодировки, которая называется UTF-8. Вот, собственно, UTF-8 — это представление Unicode в 8-битном виде. То есть, как бы 1 байт. Но символы с кодами меньше 128 представляются 1 байтом. А так как в Unicode они повторяют ASCII, то текст, написанный только этими символами, будет являться текстом в ASCII. А символы же с кодами от 128 кодируются 2 байтами. С кодами от 2048 3, а от 65 536 4 вообще. Но там внутренне все достаточно хитро, и углубляться в теорию именно по кодировочным таблицам тоже смысла нет. Все-таки у нас курс по Python. Это весьма специфическая тема, в которой на самом деле надо разбираться отдельно, если хочется понять прям совсем глубоко, как все это работает. Итак, я уже на самом деле показывал функцию ORD, но продемонстрирую ее еще раз здесь для полноты картины. С помощью этой функции мы можем узнать код любого символа. В данном случае вот 97 у символа A. У заглавного, кстати говоря, будет другой. Если я хочу преобразовать к символу по коду, то могу воспользоваться функцией chr, ну то есть char, да. Передаю 97, получаю A. Чтобы вы понимали, что мы можем работать не только от 0 до 127, да, передам здесь какой-нибудь 198, и мы получим очень странный символ, да, какой-то. Можно взять еще какие-нибудь другие и увидеть, что кодируется очень большое количество символов. Как я уже сказал, здесь количество байтов для представления символа может быть плавающим. Короче говоря, нам нужен способ для того, чтобы переводить символьное представление в байты, и способ для того, чтобы байты переводить в символьное представление. То есть переводить туда и обратно. Для этого как раз и используются кодировочные таблицы. Давайте создадим какую-нибудь строчку, например, hello, далеко ходить не будем.
и попробуем ее перевести в байты. Для этого надо вызвать функцию encode. Окей, я создам здесь строчку, точнее переменную enc ASCII, sencode. И в метод encode обязательно нужно передать кодировочную таблицу. Они все именованные, можно в документации найти все эти имена. В данном случае я передаю ASCII. Также вот продемонстрирую, например, UTF-8, encode, UTF-8 и продемонстрирую UTF-16. UTF-16. Выведу тип одной из переменных, например, ASCII, и выведу значение через print всех этих переменных. Так, что же у нас здесь получается? Как я и говорил, метод encode, он возвращает тип bytes. То есть с помощью метода encode мы переводим символы с помощью определенной таблицы кодировок в так называемые raw bytes, то есть непосредственно байтовое представление в памяти. Можете заметить, что префикс b у строчек, он как раз означает то, что представление у нас байтовое. Просто функция print, она красиво все выводит сразу, да? Давайте посмотрим, какое количество байтов у нас используется для представления этих строк. И вы можете увидеть, что в случае ASCII и UTF-8 на каждый символ у нас был выделен 1 байт, а вот в случае UTF-16 все гораздо сложнее оказалось. Вот, вообще 12. В общем и целом UTF-16 использует 2 байта на символ. Не буду вдаваться в подробности, почему там 12 и так далее. Главная мысль, которую нужно понять, это то, что на самом деле кодировочные таблицы в случае Python, они важны, когда мы говорим о передаче символов через, например, какой-то канал информации, типа сети или файла, да? А когда строчка загружена в память Python, то такого понятия, как encoding, как кодировка, оно, в принципе, стирается. И это становится просто последовательность символов Unicode, так называемых code-поинтов, которые хранятся таким образом, что нам просто уже становится плевать, как там это все работает. То есть, по сути дела, работа с строчками, загруженными в память в Python, она бесшовная. И нам все эти кодировки нужны только когда мы все это укладываем в файлы, передаем через сеть и так далее. Еще раз, да, чтобы создать, точнее, чтобы перевести строчку в байты, во-первых, можно использовать сразу напрямую строковый литерал, например, str_in bytes. Чтобы использовать строковый литерал и сразу его перевести в байты, можно воспользоваться вот таким префиксиком b, hello. Ну или, соответственно, это будет абсолютно то же самое, да, воспользоваться методом encode. Но ему мы обязаны передать UTF-8. Ну, точнее, не UTF-8, а кодировочную таблицу именно. Ну, а строка в текстовом виде именно, не байтовом, а последовательность символов Unicode, она задается таким образом. Соответственно, выведем тип type str in bytes. В первом случае у нас будут байты, а во втором у нас будет строка str. Отлично. Функцию encode мы можем вызвать на живую, конечно. То есть bytes, прям точка, encode, вот так вот, да. Передать UTF-8. Можем, кстати говоря, и русские символы, точнее кириллицу передать здесь, да. Здесь можете уже непосредственно видеть, что вывод в байтиках, не выводит он их красиво. Можем обратиться к байтам и к строке по индексу. Вот str in bytes. Можем вывести первый символ. Это вот hello у нас в str in bytes содержится. Точнее, hello, переведенный в байты, да?
Соответственно, у H код 104. Важно понимать, что и тип str, и тип bytes являются неизменяемыми. То есть, если мы попробуем в байтах что-то поменять, записать туда какое-то значение, то получим ошибку, потому что тип неизменяемый. Если хочется получить bytes, но изменяемый, то в Python есть тип, который называется byteArray. ByteArray. Можно воспользоваться его конструктором. Передадим сюда hello. Это абсолютно то же самое, что и bytes, но только изменяемый. Соответственно, мы можем менять здесь по индексу. Да, вот мы поменяли H на W в верхнем регистре. И, соответственно, можно увидеть, что это byteArray. Ни в коем случае не конвертируйте байты обратно в строку с помощью использования конструктора str. По крайней мере, без указания кодировки. Смотрите, что будет. str и передаю str in bytes. Должны получить hello, чисто теоретически. Выведу result и выведу еще, чтобы вы посмеялись. Чтобы точнее было сразу понятно, где смеяться, выведу длину результата и получу bHello 8. Такое ощущение, что какой-то бред получается. А по факту получается, что он берет текстовую репрезентацию string bytes, которая bHello, и становится именно этой строкой. То есть в данном случае b и кавычки — это часть строки стала. И, соответственно, он видит 8 символов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это, конечно, полнейшая дичь. И в большинстве случаев мы хотим получить hello, а не b и hello между кавычками. Поэтому обязательно надо при использовании конструктора передать UTF-8. Ну, в данном случае UTF-8 вообще кодировку, в которой были закодированы символы при отправке в байты. Забыл добавить, что не все кодировочные таблицы между собой совместимы, и по большей части одни таблицы являются подмножеством других, и, соответственно, если вы применяете разные таблицы, вам может, например, повести, если все символы, которые вы конвертируете, имеют одинаковые значения в этих различающихся таблицах, а может и не повести. Поэтому, конечно же, правильно кодировать и декодировать в одной и той же кодировочной таблице. Ну, либо можно всегда пользоваться, ну, что касается перевода в строку байтов, всегда вызывать функцию decode. Она вообще не отработает, если ей не передали кодировочную таблицу. Также важным моментом здесь является тот факт, что писать именно байты в файл нужно специальным образом. В байтовой репрезентации может быть не только строка, а большое количество данных различных. Например, изображение. Это все raw bytes, по сути. Ну, представим, что у нас, например, JPEG какой-то закодирован вот байтиками. Имеет вот такие байты. Чтобы записать все это дело в файл, в репрезентации байтов, мы можем открыть файл. Я сделаю формат bin. Так вот, чтобы писать или читать именно bytes, нужно передать в качестве режима b обязательно. И вот это b, оно комбинируется с теми режимами, которые мы обсуждали. B обязательно надо указать, иначе вы не прочитаете байты. File.write bytes. Конвертирую в bytes наш JPEG. Исполню и прочитаю. Да? Скопирую. Только здесь у меня будет RB. S-file. File. Read. Это я убираю. Data равно for b in data print
int b. Да, соответственно, вот мы читаем bytes и получаем то, что мы записали. Байты в файле могут быть совершенно нечитаемые людским глазом, и, соответственно, именно программисты всегда знают, что означают те или иные байты, и способны их кодировать, декодировать из одной системы в другую. Это может быть не только, на самом деле, не только строковые кодировки. Короче говоря, работая со строками, не забывайте, что при переводе их в raw bytes, по сути дела, такое в бинарное представление, используются таблицы кодировок, и для декодирования также используются таблицы кодировок. Если вы будете использовать несовместимые таблицы кодировок, то запросто может возникнуть такая ситуация, что вы закодировали одно, а раскодировали совсем другое. Ну и не забывайте, что raw bytes, именно байты в файл, да, то есть по большому счету это репрезентация некоторого состояния в памяти, именно в байтах. Если вы именно ее хотите сложить в файл, она складывается в файл с помощью задания режима с b. Да, то есть обязательно надо b. Здесь v плюс и b или rb. Если b забудете, то прочитаете не байты.